got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And if I get scared, you're always around. So let them say your hair's too long, 'cause I don't care. With you I can't go wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, Вы babe. куда налетели? Ща. I got Одну секунду. I got you to hold my hand. Всем привет, ребят. Вы чё? Тихо, 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 тихо. Вы покемонов навыбирали без экрана с покемонами? Всем здоровки. Спасибо вам за кучу белок. У меня голет какой-то. Что такое голет? Сейчас загуглим. Голет. А это реально покемон так гуглится? Ну-ка сейчас. Я тоже покемонов не видел, которых вы кидали. Сейчас всех загуглим. Голет. Такой вот замечательный круглый милашка. Ярак синего залутал, красивый. Сейчас загуглим. О, какой. С одной массивной клешней. Он явно правша. Прикольненький, прикольненький. Так, драчуля. Так бы его и назвали. Клаунча. Прикольный. Ребят, всем привет, всем здравствуйте, всем привет, кого давно не видел, с кем недавно видел, всем привет. У меня новая кепка. Я новую кепку накачал. Сегодня прям прислали. Из Санкт-Петербурга Анкноу. Алоха. Сегодня синий лук, вообще жестко синий. Новая кепка, йоу. Сейчас покажу вам. Типа СПБ. Поняли? Санкт-Петербург. Вот, на производство, естественно, Москва. Наткнулся на чувака, короче, в ТикТоке. Он такой: у меня есть идея сшить такие кепки. Москва, Питер и Нижний Новгород. Вот, Москва красненькая, Нижний Новгород такая голубенькая. Вот, питерская синяя. Типа, переходите ко мне на сайтик, заказывайте. Я думаю, блин, закажу. Заказал еще в августе. Но, естественно, он набрал людей, чтобы побольше отшить. Отшил, и вот только недавно отправил, где-то в понедельник отправил. Сегодня пришло. Привет, как жизнь? Что нового? Стоковый? Приветики, Армагедрос, приветики, здорово. Стоковый, да что нового? Да что-то ничего. Крутая, спасибо. Надеюсь, в этом выпуске будет гендер-пати. Гендер-пати мы обожаем. Не проводить, а так смотреть. Ой, сердечки. Котики, привет, всем привет. Армагедрос пьет полуденную смерть Делюка. Сюда, это нам надо. Да, мы сегодня собрались с вами послушать «Беременна в 16». Я тоже обожаю. У меня жареная картоха по-мексикански. Приятного тебе аппетита. А по-мексикански это как? А чё в ней мексиканского? Расскажи нам. Я сегодня... Мы Бургер Кинг заказывали. Кайла.
Так, и что произошло? Кто... Кайла проиграла. Кайла, а ты чё это так залетела? Ты в обиде на Ацука? У меня... чили. Блин, с чили вкусно. Зря. Это, что хотел сказать. Тоже картошку сегодня ели. Заказывали в Бургер Кинге. Залутали стаканчики новые с Пакистанов. Стаканчики я вам сейчас не покажу, он занят. Вот. Прикольно. Только появились. Чё, ты мне хочешь стакан дать? Ты полуголая. Такие стаканчики. Сутака и Титан. Я боюсь его вертеть, он почти полностью полный. Полностью полный, это вообще как? Как бы его теперь тебе отдать? Ты же упадешь сейчас. Ну забери. Приколистка. Какой стакан? Жену показывай. Нет. Дай ее туда. Дизастер. Что Кайла себе позволяет? Я в шакессах. Я в трусиках. Так, ребят. Это. В прошлый раз рулетку крутили Сесиль и Армагедрост. Да? На мемкоины. Я забыл крутануть рулетку вам на стриме, но я посмотрел, сколько мемкоинов у Сесиль, сколько у Дрозда, и подумал, что надо Дрозду отдать мемкоины. Поэтому, Дрозд, ты выиграл. Сесиль, мое почтение. Чё, давайте тогда начинать. Чё-то прям это... Хочу смотреть «Беременна в 16». Блин, не этот выпуск. Мама в 16. А я просто тестил. Ну и хорошо. Спасибо за тест. Спасибо за бета-тест. У меня что-то сегодня награды как-то опаздывают, да? Я бы мог все перезапустить, но я боюсь. Я боюсь перезапускать. Ладно, погнали. Ё-моё. А чё по громкости у нас? Слышно? Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется все... Это самый новый? Да. Это прям вот. Вот. Завтра повтор. Завтра повтор в 8 утра. Ну кто проснется в 8 утра? Никто не проснется в 8 утра. 4-й сезон, впереди? 1 серия. Я спецом. У меня репетиторство, но очень захотелось оставить след в стриме PHP. Спасибо большое, спасибо за донатик. А я не так стрим назвал, да? Не, я так стрим назвал. Все. Кайла, спасибо большое за донатик. Спасибо большое. Приятного тебе репетиторства. И я в 12 еле просыпаюсь. Я тоже. Но Блять. взрослая жизнь... Рулетка. Погодите. Это я еще мемы выключил. Сейчас все донаты пройдут. Ну, хоть не перерыв. Было бы бедно сейчас на перерыв входить. Давайте. Один патрон оставляю. Да? Один патрон оставляю. Барабан кручу, не вижу. Тише, тише, тише. Сначала в себя. Блядь. Теперь в вас. Теперь в себя. Теперь в вас. Теперь в себя. Теперь в вас. Да, а как?
патрон застрял. Я не понимаю, блядь. Вы проиграли. Не по масти тебе такой патрон. Слышь, остановись. Все, Начнется раньше. ехали. Уникальные истории девочек-подростков из разных Уникальные уголков страны. У истории. каждой своя судьба и свой выбор. Давайте обсасывать детей. Стать мамой в Несовершеннолетних 16, я имел в виду. решение, от которого Блядь. зависит не одна жизнь. Обсуждать 16-летних девочек. Вот я. Да. Сюда, мам, в 16. Привет, меня зовут Вероника. Мне 16 лет, я живу в городе Томске. Только Блюри рода так все Я делают, простая там всякие девчонка. письки. Открытая и позитивная. Там всякие письки. Учусь в экономико-промышленном колледже по программе управления качеством. Но работать в Там будущем письки. хочу в бьюти-сфере. На ногти отучиться, потом открыть какую-нибудь студию и заниматься своим любимым делом. Пойти в колледж меня заставили родители. Они просто повернуты на учебе. Папу зовут Константин Владимирович. Записки бан 2 недели. Ебать вы голоса себе сделали. Хочу сказать, ебать, батя ее старше лет на 70, мне кажется. Ей, если 16, батя вообще сухофрукт уже. Ноготочки сюда. Не, ну классика, да, мне кажется, типа, родители настояли, что я уйду после 9 в колледж, а я хочу заниматься ноготочками. Мне ваш 10-11 класс нахуй не нужен. Да и колледж тоже. Я хочу ноготочки делать, это мое будущее. Я открою свой салон. Я скоплю 100 тысяч на открытие салона. Открою салон, стану миллионершей. Мне вообще пофигу на все это неизменное, да? Тоже подумала. Ему 55 лет. Бля, тоже в кепке. Он работает водителем грузового такси и получает 90 тысяч в месяц. Меня бесит то, Нормально. что папа считает, что без образования никуда не возьмут на работу, как было раньше. Я человек спокойный, а когда заходит разговор об учебе, эмоции берут вверх. Образование должно быть Буйный? Но образованием. Ну, кроме Буйный учебы батя? у нас нет разногласий. Я всегда была папиной дочкой. Он меня понимает и балует. Он, кстати, вот 10 лет назад он нормальный был, да? Такой с усиками, смотри. Нет разногласий. Я всегда Ну, типа, ей тут лет сколько? 5-6? И батя нормально выглядит. Блин, серым. была папиной дочкой. Нормальный батя, Он да? меня понимает Нормальный. и балует. В детстве Чё-то я он за 10 лет любила состарился лет на кататься 30. с папой, смотреть, как он работает. Папа разговорчивый, всегда есть о чем поговорить. Я папа добрый, но справедливый. Вижу, что что-то не так. Буду говорить, я буду настаивать, что этого нельзя. А душа всегда добрый. Особенно к ребятишкам, детей я люблю. С мамой у меня тоже хорошие отношения. Ее зовут Марина Николаевна, ей 49. Раньше она работала кондуктором в автобусе и нянечкой в детском садике, но после моего рождения стала домохозяйкой. Ну, мы все дружные, активные, везде вместе и поработаем. Не, но если батя зарабатывает 90, они себе могут вдвоем вот так позволить, ну, втроем, получается, жить на одну зарплату, втроем, блин, на одну зарплату 90 тысяч. Ну, это смело, это по-мужски. Молодцом, мужик, богатырь, блядь. Отдохнем, и повеселимся, и соседям от нас весело. Тоже в нашей семье принято собираться за большими столами. Батя, видно, тройного тиколона перед съемками понюхал. Ты думаешь, он такой? Типа его обессушило, поэтому как сухофрукт сейчас. Может быть, может. Дома и правда бывает шумно и весело. А их сколько? У меня 1, 2, 3, 4, 5. А она 6-я?
На одну зарплату? А, ну многодетные, точно. Все. У меня есть 2 Батя, благодарю. сестры и племянницы. Хоть они и живут отдельно, но выходные мы обычно проводим все вместе. А, это сестры, и у них дети уже, прикол? Старшей сестре Виктории 31 год. Она замужем, у нее 2 дочки, 8-летняя Таисия и 3-летняя Лия. По профессии Вика воспитатель. Сейчас в декрете, но продолжает поучать всех вокруг. Общается со мной, как с маленькой. Ничего сдала? Я чуть не Нет. верю, что у них все так хорошо. Да я не шарю в этом английском. Тебе нужно думать о будущем. Я к этому уже привыкла и просто закрываю глаза. То есть я молча послушала и сделала так, как нужно мне. У Вероники начались проблемы с учебой примерно класс 8-9. Зумеры, И это блин. вот как раз подростковый период заставляла учиться ее. Чтобы она закончила, сдала экзамены, получила аттестат и дальше поступила. Со средней сестрой все проще. Ее зовут Надежда, ей 29 лет. Работает управляющей в магазине. С Это Надей у всегда уже комфортно. альфа. Она на позитиве. А что тебе идет? Да, что-то я тупанул. Простите. Это альфа. уже пора уходить. Я опаздываю. Колледж, я же говорила. Все, пока. Надя всегда найдет какое-то приключение себе на 5-ю точку. И, в принципе, я с ней могу также поделиться всем, все рассказать, что интересует, что волнует. Она не осуждает. Я с Вероникой как с подружкой. Мы всегда смеемся над всем подряд. Вот что бы ни произошло, мы всегда смеемся. Она Мы такие крейзи. Мы вообще смеемся над всем подряд. Вы не поверите, мы такие хохотушки. Ой. где-то там, если мне пришла, пожаловалась, я там, отпусти, я говорю, и все пройдет. У меня есть лучшая подруга Даша. Ей тоже 16 лет. Мы дружим со школы. Учимся в одном колледже. Это единственный хороший повод туда ходить. Ты английский сделал? Нет, я не делал, я и английский. Прогуляю. Я и английский. Вот такая я крейзи, да. Прогуливаю я часто. И не только с Дашей. У меня есть одна... Над беременностью сейчас поржут. Ой, сори за спойлер. Бля, дизастер. Этот кубок будет твой. особенность. Иногда идет кровь из носа. И я этим пользуюсь. Причина... Как ты этим пользуешься, блядь? Типа, набираешь с собой? Это, скорее всего, сосуды, которые стоят у меня неверно. Да у тебя нос Я знала сломанный. Не? Мне кажется, у него вот так что-то смещено сейчас было. свои слабые точки. Ну да, вот так вот. Например, Меня если тоже меня вот ломано, так вот если задеть чё. по носу, Ну вот, да. то у меня пойдет кровь из носа. Эта фишка всегда срабатывает. А в последнее время мне особенно... У меня, короче, фишка была в том, что у меня всегда температура тела была в школе 37,1. И я тоже всегда косил от школы. Только потом врачи просекли такие, да, блядь, у тебя всегда 37,1. Типа, мы не будем тебя отпускать домой. И такие, ну и лечить это тоже никто не собирается. Оказалось, да, у меня что-то с сердцем там, что-то и аритмия, и все на свете. Суть по названию передачи, когда из другого места, когда идет кровь, она этим пользуется. Ой, сори за спойлер. Дизастер, блядь. Второй кубок тебе. Давай. нужен предлог свалить с учебы, потому что я сбегаю на прогулки с ним. С Я ним. тебя люблю. Да мы тебя тоже, брат. И я тебя. Моего парня зовут Артем, ему 20 лет. Он будущий В смысле, у тебя что-то с сердцем, ты энергетики продолжаешь пить? А как они мне на сердце повлияют? Они в желудочек, они не на сердце. нефтяник, учится в Нефтяник? политехническом техникуме на выпускном курсе и подрабатывает то курьером, то промоутером. Нефтяник-курьер? Промоут? Сюда. Это нам на... Сколько ему лет? Зовут знает. Артем, ему 20 лет. Он 20 будущий лет. нефтяник. Учится в политехническом техникуме на выпускном курсе и подрабатывает то курьером, то промоутером. Артем мне понравился, потому что он соответствовал всем моим параметрам. Это высокий, кореглазый брюнет. В Нике мне понравился характер и ее мнение. Все параметры. Высокий, кореглазый, брюнет. Плюс в чат, если есть у нас такие.
Ну, не 27, уже спасибо. Песня «Нефтяник». Мы насосы, мы не курим папиросы. Ого, ты олд? Плюс. Unknown. Ты не брюнет. Вроде не брюнет. Я невысокий. А ты... ты рыжая вообще. Внешность. В других девочках я такого не видел, потому что они были не очень. А у Все девушки были не очень. Вот Вероника... Вероники и то, и другое. Прям полный комплект, full house. Но сложилось у нас не сразу. Из-за моего характера. Джекпот В первую прям. встречу он мне не понравился. Мы познакомились на пикнике с общими друзьями. Кем работаешь? Не хочу разглашать. Олигарх недоделанный. Обзывала я его на первой встрече по причине того, что просто мне не Давайте нравятся без новые запретов люди. только. Я люблю больше находиться в кругу уже близких и знакомых людей. Когда она меня начала обзывать, меня даже это не задело. Типа, это оказалось смешно мне. Мне такие слова не могут обидеть, что она там говорила. На следующий день мне стало стыдно за свое поведение. Я решила извиниться. Написала Артему в соцсетях. И он пригласил погулять. Когда я увидел сообщение от Вероники, мне немножко даже стало приятно. Я люблю серф, потому что с ними повеселей, нежели чем с ботаниками какими-нибудь. И я тогда понял, что... Кого он любит? С ними повеселил сообщение от Вероники, мне немножко даже стало приятно. Я люблю серф, потому что... Серф? Когда я увидел сообщение от Вероники, мне немножко даже стало приятно. Я люблю серф, потому что с ними повеселей. Кого, блядь? А, стерв! Стерв он любит. Господи. На Linux. А, стерв. Я тоже подумал, серф, думаю, нихуя себе, сервера обожают. Ну, это прям наш айтишник, да. Нежели чем с ботаниками какими-нибудь. И я тогда понял, что она почувствовала свою вину, и тут можно как-то подкрасться и позвать на первое свидание ее. Сюда сервера. Артем из Амазоновские, Казахстана, нахуй. из города Unknown лутает покемона. И это Explode. Вот это рот, бля. Брат, ну ты это... Давай его. Аксу. Его маму зовут Алла Геннадьевна. Ей 47 лет. Она работает бухгалтером в сервисном центре. Получает 80 тысяч. Его родители расстались, когда Тёме было 6. С папой он общается редко. Я не знаю до конца, почему мои родители разошлись. Я же не вникал в бытовые их ссоры, там еще что-то. И я этот принял удар слишком сложно. Типа уже все, неполноценная семья у меня. И У кого-нибудь в чате есть полноценная семья? Плюсаните в чат, у кого полноценная. Я вам позавидую. Мне кажется, просто такая статистика... Блять, ну... Вышло. Ладно, я шучу. Хотел сказать, у 80% русских неполноценная, а вы что-то наваливаете мне тут. Ладно. Маст изгой. Бан 2 недели. как-то была обида. Смотря на своих одноклассников, у них были полные семьи. Блять, а я вот единственный в классе, у кого до 9 класса была полноценная семья. Единственная. Ну вот еще одна семья была, но у них потом тоже отец ушел из семьи. И меня такие, типа, ну у тебя нормальная семья, вы вообще, ну в хате живете, там в двушке. Мы, правда, снимали всю жизнь. Вот. Сейчас наоборот, что ли? Нихуя себе. Всем бан. Да у тебя полноценный, по факту, отчим же был. Ну как, отчим появился... Не помню когда, лет 18, наверное. А они где жили? На улице? Ну, они в однушках, блядь. А я в двушке, в съемной. С папой Артема мы в официальном браке не состояли. Ну, я этому человеку не доверяла. Ездил он дальнобойщиком, работал, и я даже особо и не помню, когда он был дома. То есть человеку... Ну, а ты за кого выходила? Я дико извиняюсь. Он дальнобойщик. А, его не будет дома? Он что, работает? Он уезжает из города?
Не, серьезно? Ну, я этому человеку не доверяла. Ездил он дальнобойщиком, работал, и я даже особо и не помню, когда он был дома. Алла Геннадьевна широкой души женщина. Сука. А она сказала, не вышла, потому что не доверяла. Она думала, что это игра на компе. Сука. Дизастер, блядь, я тебя забаню за такие шутки. Охуительные. Будет дома всегда, да, за компом. То есть человеку позвонят, ему надо уехать, он собирается, уезжает, Артема оставляет дома. Я вышла на работу, Артему было 1 год и 7 месяцев. Вот такого малыша он оставлял одного. Ну что я могу сказать? Надо было брать декрет. После школы Артем захотел переехать в Россию. Мама его отпустила. Откуда? Так, подожди. Вышла на работу, Артему было Откуда? 1 год и 7 месяцев. Вот такого малыша он оставлял одного. Вы все шутили хихоньки. Откуда он переехал в После Россию? школы Артем захотел переехать в Россию. Из Томска? А, из Казахстана? Все, понял. Мама его... Из фуры? Сука. Бля, дайте бан Дизастер. Ладно, я шучу. Дизастер. Охуительные шутки. Спасибо тебе большое. Из Казахстана. Все, спасибо, ребят, спасибо. Отпустила только при... Так, разрешить. Не знаю, что там. А как в пиздюка белкой метнуть? В меня? Или куда? Куда ты хочешь? Только в меня можно, дружище. условий, что он будет учиться. Тёма согласился и в Томске нашел подходящий для него техникум. Выбирал профессию я сам, мониторил все сайты, искал себе высокооплачиваемую работу. Что меня больше привлекло, это вот связано с нефтью, то, что она будет востребована в будущем. Отпустила его в Томск в надежде, что Артем приблизится к своей мечте, жить в большом городе, где много возможностей. Томск большой город? Серьезно? Томск, население. 540 человек, блядь, ну как в Пензе. Я из Пензы сначала в Казань переехал, в город-миллионник, потом из Казани переехал в Питер. Многомиллионник. Что-то не знаю, ребят. В большой город. Не, у меня родной город Каменка. Там 30 тысяч человек. Все-таки, ну да, вот после Каменки Пенза был бы большим городом. Я что-то не знаю. В Томске хорошее образование, да, серьезно? И реально хорошие нефтяные вузы. Блин, тогда респектую 2 руками. Тогда супер. Ничего тот факт, что ты сначала в Москву переехал. Я не хотел. Я не стала, как говорится, препятствовать этому. Первый год Артем жил в студенческом общежитии, завел друзей, тусовался с одногруппниками, а потом переехал в свою квартиру. Мама купила ему маленькую студию, и я стала часто бывать у него дома. Маме респект вообще за студию, да? Купила студию в Томске. Вообще класс. Хоть у нас с Тёмой еще не было интима, уверена, родители бы мне не разрешили ночевать у парня. Блин, ну классно, классно, 20 лет, своя студия, вообще супер. Да, ну, в Томске классно, я бы хотел. Меня вот нихуя не купили. Барамир бы купил Томск. Поэтому я договаривалась с Дашкой, якобы буду у подруги. Мы встречались, делали контрольный звонок домой, а потом я шла к Артему. Потому что Вероника ночевала у Даши. Я Хитрая. отношусь спокойно, Хитрая. потому что я знаю, подружка хорошая. Мы звонили, она говорила, что я нахожусь там. Да, Дашин голос был, и все, я намного был спокойный. Я люблю Артема, но один минус у него все же есть. Он обожает Он играет дальнобойщика целый день. компьютерные игры. Может сидеть за ними до утра. А я просто залипаю в соцсетях, и мне скучно. В такие моменты кажется, Надо было второй комп купить и садиться рядом. что если я Он уйду, стример на Твиче? он даже не заметит. Он кричит часто, Да не, вебки нет. становится какой-то агрессивный, и мне некомфортно проводить с ним время, Стоп, мне некомфортно. потому что если он проиграет игру, он будет злой. Я могу... Ясен хуй.
Просто забыть вот этот мир и погрузиться в другой. Типа я расслабляюсь, когда играю, и мне это нравится. Родители узнали про Артема случайно, когда он зашел за мной без предупреждения, чтобы погулять. А мама с папой именно в этот день... Блин, он реально высокий. Но чел тоже такой, типа, про меня никто ничего не знает. Здрасте, там, Алена выйдет, я ее этот самый, ага, ну поняли. Капец, они такие дети оба. Ну, она выглядит как ребенок, потому что иногда бывают выпуски, там, 16-летние девочки, ну, выглядят уже, ну, так, взросло сказать. Вот это, куча макияжа, на стиле, на ноготочках, вот это все. Она нормально выглядит, она выглядит как 16-летний человек. Уважаемо. Он выглядит как 20-летний парень. Ему ментально 14. Большинству парней, мне кажется, всегда ментально 14. Пахарь. Пахарь вообще классно звучит. Всех на ремни. Нека, Арк, привет. Давно не виделись. Приветик. Отменили свои дела и остались дома. Вероника со мной не делилась, что у нее какие-то там отношения уже. Вероника со мной не делилась своим парнем. Она гуляла с Дашей, отпрашивалась ночевать к Даше. Я верила, доверяла своему ребенку. Ну, а получилось вот так. И женщина такая карикатурная. Передаю привет Ириначке. Ириначке передаю привет. Всем Ириначкам привет. Здравствуйте. Добрый день. И спалили, что ночую я не у подружки, а у парня. Но Артем им понравился, поэтому... Ириначка тоже передает привет. Большое спасибо, Ириначка. Вот. Ириначка... Они сильно не ругались. Первое впечатление у меня к Артему, ну, спокойно было. Вижу, парень вроде хороший, разговаривает по-хорошему. Не, по факту, пацан пока выглядит адекватный. Учится, работает аж на 2 подработках. Ну, что возможно. Курьер и промоутер, вообще супер. Если бы еще куда-нибудь в ПВЗ устроился, прям вообще перфект, стабильная работа. Учится, работает. Хата своя есть в Томске. Хоть какая-то, но есть. Вообще завидный. Высокий, кореглазый, брюнет. Вот если в доту не играл, прям вот шикарный мужчина, мне кажется. Умеет, могет. Ого, что за смайлики? Какие милые смайлики для подписчика 1-го уровня. Анкноу, ты не только моим подписчиком являешься? Что за хуйня? Трахаться мне не надо, чтобы по телевизору не показывали. Фактиш. В КС надо играть. Так может им... Андрончик, давай это... я сообщение удалю на всякий случай. Давайте тут без обсуждения вот этой темы. В остальном, ну ничего. А там не Дота на экране вроде было. Там лол был? Я не знаю. ЗП-то реально хороший. ЗП, да, классный. По-хорошему, все без матерков, как некоторые там. У меня к нему претензий никаких нету. С мамой Артема впервые Не, я батя тоже познакомилась по видеосвязи. Батя а потом хороший. на каникулах меня отпустили в Казахстан погостить у Аллы Геннадьевны. Зов Припяти. Такая хрупкая, стройненькая девочка, скромненькая. Сын без бати, правда, может быть. Без бати, да. Чё ж. Я ее приобняла, она так застеснялась. Ну, смотрю... Эти там занимаются, скромненькая. пахан Я ее точно сидит. приобняла, она так застеснялась. Ты смотри, у него в щеках и так уже набито. Девочка скромненькая. Я ее... У него за щеками вот так уже набито, еще ложку туда. Смотри. Нормально. Ну, смотрю на Артема. Мы не видим с тобой? Бан. Сын без бати может быть, а вот бати без сына нет. Он маленький, ему можно. Че, меня выключить? Я не выключу себя. Когда вот он на нее смотрит, так взгляд смотреть. такой, глазки горят, ну, наверное, думаю, любит действительно.
Мне некомфортно, когда со мной слишком сильно сюсюкаются, там постоянно ясен целуют, пень. обнимают. Мне просто это не нравится. Артём и его мама ездят друг к другу в гости дважды в год. В один из визитов тети Аллы в Томск за моей спиной родители и познакомились. Родители Вероники на меня хорошее впечатление произвели. Спокойные, адекватные люди, нормальная семья. Когда все друг о друге узнали, я перестала обманывать. И в открытую стала ночевать у Артема. Только мы договорились с родителями, что до 18 никакого секса. Вижу, что парень ответственный. Я как бы успокоился, у меня к нему доверие вошло. Веронику я Наебал тебе, сынок. всегда считала маленькой, поэтому про предохранение у нас никогда разговоров не было. Она же еще действительно ребенок сам. Там же, ну, это же невозможно, она же маленькая. Там сколько в нее не вливай, это ничего не произойдет, нет. И на этой передаче заканчивается? Да. Пипец, они тупые. Она маленькая еще. Там полный бак заправь, вообще ничего не будет. Девочка, цветочек. У меня Цветочек. даже в мыслях такого не было. Но, конечно, мы не смогли удержаться. Родителям Бля, вообще можно мне вот так про полный бак шутить? Не? придется понять, что я уже Мне дико стыдно, ребят. Я что-то пошутил, мы вот в личном чате шутили, я подумал, можно и сюда эту шутку вставить. И мне сейчас стыдно стало. Простите, пожалуйста, вырежьте, забудьте. взрослая, ведь я жду ребенка. В живого-то человека тоже в мыслях не был никогда. Я тебя прощаю. Спасибо большое. Вот ваше Обычно прощение мы не заходили дальше определенных границ. мне нужно. Останавливались вовремя. А потом я решилась. Ну правда, что в этом такого? Все подруги уже в серьезных отношениях. Мы с Артемом так долго вместе, я ему доверяю. Первый раз было спонтанно, инициатором была я, потому что я убедилась в нем и была уверена в этом человеке. Да, Вероника. У нее на интервью такой покерфейс жесткий прям. Я вот с этого Я, в потому шоке. что я убедилась в нем и была уверена в этом человеке. До Вероники у меня никого не было. У меня только с ней был первый раз, как и у Миши. Мужчина! Первый раз у нас был без предохранения. Интересно было, что как кого будет, ну, по ощущениям. Но потом мы всегда были осторожны и предохранялись. Интересно, что кого вообще там, кого повстречаем, как оно вообще. Ох, эти серьезные отношения в 16. Ей батя просто одеколон дал понюхать. Я не хотела детей. Меня вообще это не интересовало. А шум и гам, носках. который устраивали дома племянницы и дети родственников, вечно выводили меня из себя. Во время одной из близостей у Артема слетел презерватив. Это полная неожиданность. Такое вообще с нами первый раз. Слетел. Но мы испугались очень сильно с ней. Типа, как так вообще? Ну все, Мы Пастернак с на Тёмой 30. решили перестраховаться и на всякий случай сделать тест на беременность. Появилась А выпить таблетку специальную. Слетел презерватив и пошли покупать тест на беременность. Сексуальное образование, блять, на 9 уровне из 10. Прям в матку улетел? Вправду матку, да. Потом он уйдет за хлебом, а она будет край, бэйби, край. Да, да. Ждем финал. только одна полоска. Ты думаешь, ты выглядываешь, типа вторая полоска вдруг появится? Мы не одобряем никакие таблетки. Только рожать. Только капсулы. Бля, я в ахуе с вас, ребят. Чат тролли, я не могу с вас. Спасибо большое, что не обозлились на меня за ту плохую шутку. Мне очень стыдно. Рожайте, мужики. Да, черт Да. его знает, вдруг появится. Ну, ты вроде нормальный тест взял. Там было написано на коробке 99% Так, в смысле, реально нельзя про таблетки? Почему? Говорить? Или что? Я не рекламирую. Я просто говорю, почему они воспользовались тестом. Можно! На-ка, Арк, обожаю тебя. Только рожать. Понял. Только рожать.
Никаких апортов. Результат. Все, выкидывай его от греха подальше, а то вдруг, убирай. Я рад, что тест показал одну полоску, потому что это было бы не вовремя. Детей я, конечно, планировал потом делать, когда у меня уже будет стабильный заработок, на автомобиль какой-нибудь там, ну, крутой, не знаю, для семьи. Да чтобы ребенок не жил в бедности. Через пару дней Артем уехал на практику в Ханты-Мансийск. Я Пресс F Артем, он больше не вернется. скучала и хандрила. У меня возникла какая-то апатия, ни на что нет сил, и даже появилась тошнота. Я списывала на то, что это просто разлука с Артемом, или съела что-то не то, отравилась. Ты отравилась или что с тобой? Отравилась. А у тебя месячные давно были? Ой, слушай, я что-то не помню. Сейчас да. Из носа. Они же постоянно из носа хуярят. Нахуй ему роганина. Да не, ну ты что такое про женщину говоришь? Зачем так говоришь, брат? Не говори так. Посмотрю. 10-й день задержки. Ты тест сделала? Ну, делала один. Ну, отрицательный был. Еще один нужно делать. У меня раньше были задержки по 5 дней максимум, но 10 дней не было, поэтому я решила провериться. В панике я сбегаю с учебы и несусь в аптеку, а Несусь. потом домой. Нестись она будет в конце передачи. Срочно делать тест. Бля, простите, я не могу, нахуй. Я никогда в жизни так не волновалась, как в эти 5 минут. Даже первый раз делать тест было не так страшно. Это казалось приколом. А сейчас все серьезно. Я вижу эти 2 полоски, и у меня странные смешанные чувства. Я не боялась, я и не боюсь Шо вы там? детей, потому что всегда с кем-то сидела, нянчилась, помогала. Но готова ли я сейчас нянчиться дальше, я пока не понимаю. Первым делом я стала думать, что надо сообщить Артему. Хотя не буду ему писать. Все равно он завтра приезжает. Мне сейчас очень страшно, и я боюсь, что он развернется и уйдет, но надеюсь, все будет хорошо. Я ужасно по Артему соскучилась. 2 полоски не оригинал же, надо 3. Чтоб как Adidas. Ну, 2 подделка, да. Когда он написал, во сколько приезжает поезд, пошла встречать его на вокзал. Как миленько. Прикалывай. Ебать. Я думал, типа, Артем там с возвращением, что-нибудь такое будет. А тут Артем, ты станешь папой. А он, представляешь, с любовницей приезжает. Нет. Так мы же делали с тобой тест. У меня была задержка, я решила сделать еще раз. О, как. А что, не рада? О, как. Нормально. Ты какой? Я с дороги только приехал. Блин, если бы вот на все мемом так реагировать, помните, еще мем был там, где кот говорит, эх, блядь. Такой уставший. Я в шоке немного. Я иду и не верю, что Вероника реально стоит с плакатом этим. Это вообще какой-то шок. Я думал, она прикалывается, как обычно. Я в шоке с того, что я стану отцом. Все. В своей семье первой я решила Спойлер от Масс. рассказать Спасибо, Наде. ребят. Она Спасибо. мне ближе всех, подскажет, что делать дальше. Это что, шутка? Ты серьезно? Я что, буду тетей? Блин! Ты меня не обманываешь? Нормальная реакция. Блин, слушай, ну тесты бывают Поддержка врут. отнеслась. Поэтому Ну да. надо будет сходить в больницу, ну? Ну, на УЗИ, Еще, да. да, чтобы наверняка. Надо сходить в больницу, но? Очень рада, мне не верится, что я снова стану тетей со стороны уже Вероники. Непередаваемое ощущение вообще словами. Как здорово. Надо выпить чаёк. Я сейчас не переживаю за реакцию родных и близких, поскольку я знаю, что никто не отправит. Я сейчас очень сильно переживаю за реакцию своих близких. А она на него ссала, она радуется. Ну, а как еще тесты делают? Только пописать. В смысле, бля, я что, буду тетей? Виктория для нее шутка, что ли? Меня наоборот. В нашей семье все рожают достаточно рано. Мама родила в 18, и сестра родила в 22. Для нас это нормально. Надя Ну, по нынешним меркам, наверное, 22 рановато, да. Наверное. Но вот у меня всех моих одноклассников рожали примерно там в возрасте от 22 до 27, может быть так. Был один, только его мама родила где-то ближе к 35, что ли, что-то такое было.
Вот. Главное, что от разных мужчин. Факт. Что это сейчас было? Что за звук? А, Мутусли, привет! А вы только 16 минут посмотрели? Нифига, я успела. Ой, только 16 минут посмотрели? Ебать, мы тут надолго. Ну, да, 22 и 18 это рано, вот 16 самое то. Меня вот 18 родили. Я типа... Я в классе был самый младший, меня в школу с 5 лет отдали. Да ёбаное кресло, сейчас как-нибудь сяду. И мать у меня была тоже самая молодая вообще среди родителей, потому что матери, короче, 18 исполнилось, на следующий день я появился, вот. И я пятилетка, и она вот, сколько ей там было, получается, 23, когда я вот в первый класс пошел. Это вообще жопа была. Записала меня на УЗИ в платную клинику на следующий день. Пока мы никому ничего говорить не стали. Сперва надо убедиться. В маточке находится плодное яйцо с одним эмбриончиком. 6-я неделя беременности примерно. Поздравляю вас. Вы залетели, да. А это 100% беременность? То есть, ну, не может быть ошибки, да? Ну, конечно, мы же видим на экране уже. Блин, кстати, сестра похожа на эту... беременность? То есть, ну... Бузову, да? Реально, Ольга Бузова. Не может быть ошибки, да? Ну, конечно, мы же видим на экране. Киндер-яйцо с игрушкой лучше. Экране уже плодное яйцо, это, естественно, 100% Яйцо с киндером. беременность. Не только что есть, что она правильная, в маточке, все у вас хорошо. А можно я сфотографирую? Да, конечно, можете сфотографировать. Я вижу эту точку и понимаю, что там действительно маленький человек, что скоро будут Это ручки, точка ножки. невозврата. С сестрой мы придумали объявить всей семье о беременности на праздновании моего дня рождения. Я думал, Он гендер-пати, уже скоро. Но обрадовать блядь. Артема я... Гендер-пати не будет. Нет, блин, не 100%. Когда Прощайте, доктор... барабан. Когда доктор проводит УЗИ, там происходит вот что. У вас неко-арк. Хочу прямо сейчас. Беременность подтвердили. Вот, это я экран сфотографировала. Что-нибудь понимаешь? Вот это Ну вот. да. Да, вот это ребенок. Как грибочек. Артём. Пока еще только 6 недель. Ты хоть рад? Да пока вообще не понимаю, что происходит. Фу. Понятно. Выводы сделаны. Если ты не аплодируешь стоя и не кланяешься в ноги, ты как неко-арк. Сейчас вылетишь. Жарко. Не может быть ошибки, женщина. Вы о чем? У вас 2 ошибки, 2 в одном. Шо? Женщина, вы о чем? У вас 2 ошибки, 2 в одном. Обновлен грибной лор. Не поняла, где кепка. А я снял. Дома что, ебать, как жарко, ребят. Могу надеть, но я потею жестко. Артем сейчас в метро сипется. Жарковато, не? Я до конца не понимаю, правда ли это или Синенько, я да. сплю, у меня аж вот мурашки идут по коже от того, что я вижу эту СКБ. картинку. И я не верю, то, что точка на экране это мой ребенок. Это вообще обалдеть. Стой, Маст. Давай гендер-пати Ами сделаем. Давайте. Не-не-не. Не буду шутить. Крутим. Как голосование начать? А вы хотели голосование? А я думал, вот так сделаем, не? Хотите сами голосовать? А, вы хотите предсказание? Все, до меня доперло, да, предсказание. Все, сейчас сделаю предсказание. Ребята, сейчас сделаю предсказание. Я вам сейчас организую предсказание. Начать прогноз. Новый прогноз. О, они как раз синий-розовый. 30 минут. Думаю, досмотрим как раз. Гендер-пати. Поехали. Блин, газик сейчас будет. Только не подсматривать видос на Рутубе. Ладно? Играем честно.
Кайс. До родов 33 недели. Мы ждем моего дня рождения и никому не рассказываем о беременности. Но меня напрягает, что и Артем ведет себя так, будто ничего не знает и ничего не изменилось в нашей жизни. А как себя вести? Не, а как себя вести? Живота особо еще нет. И я в мальчика, Артем старался целый... Дизастер, блядь. Я не знаю. Я тебе что-нибудь сделаю за это. Я все депнул в мальчика. Бля, лишний 0 поставила. Артем, давай девочку. Артем, девочку давай. Что делать будем вечером? Не знаю, с друзьями договорился поиграть, посидеть. Я тебя куда-то зову, друзья. Пойти со мной ты никуда не можешь, я играю. Только это и слышу. Играть, играть, играть. Тебе что, жалко? Я вообще-то беременная. Я хочу гулять, дышать свежим воздухом, а слышу только одни игры, игры, игры. Все. Одна выходила за дальнобойщика и такая: он дальнобойщик, ёпты, как он будет из дома уезжать. Вторая вышла за геймера, у которого, блядь, настроение меняется от слитой катки. Такая: ты играешь, когда я что-то хочу другое делать. Ой, это как вообще, это как? А я даже не знаю, а я не знаю. С писюном не надо было играть. Играйте с писюном, не слушайте, играйте с писюном. Никогда так не переживала за того, за то, какого пола будет ребенок. Все, до меня дошло. О, смотрите, мне что-то депнуло. Мне депнул пивная кружка на бошку. Мне уже это надоело. Че ты обижаешься? Во мне сейчас... Охуеть, Настя 10 тысяч на девочку поставила, что ли? Серьезно? Ебать. А я не могу голосовать, к сожалению. Я проголосовал. От сколько скидать покемона? Ксату. Это коренные американцы? Живет Прикольно, же новая прикольно. жизнь, а он все сидит и играет в игрушки. Я и правда не понимаю, для него сейчас важнее компьютер или я и ребенок? Я чё, кабук какой-то, что ли? Я чё, кабук? Вроде... И компьютер или я и ребенок? Я чё, кабук какой-то, что ли? Я чё, кабук какой? Я не могу. Смотри. Или я и ребенок? Так внезапно еще. Я чё, кабук какой-то, что ли? Я чё, Вроде кабук? только вот забеременела, уже фляга у нее свистит, то, что вот это нельзя, то нельзя. Я хочу посидеть, поиграть. Парни, как мы файт проиграли-то, блин? Вы чё, угораете, что ли? Как и можно было проиграть? Алло, нормально Алло. играть не умеете, что ли? или Артем, чё? да ты совсем... Сколько можно орать, я понять не могу. Ты видишь то, что я сплю? Ты орешь, по клавиатуре долбишь. Ты, может, на меня посмотришь, а не в свой компьютер? Чё? Видишь, Я играю сейчас его сзади. выключу. Сейчас тебя выключу. И выключил. Все правильно, не терпи. Туда эту деву. Я думал, ты ей говоришь. Я думал, ты ей говоришь, типа, не терпи. Туда. Алло. Ахаха. Туда. Алло. Что ты начинаешь-то? Я не начинаю, я сказала, давай заканчивай это все. Что заводиться-то? Ой, ладно, давайте, пацаны, короче, потом поиграем, я пошел. Девка горе в семье самурая. Что ты меня вот позоришь? Я с тобой не разговариваю. Она меня позорит. Мам, ну ты что меня позоришь перед пацанами? Мам, не позорь меня. Перед пацанами я не... Блять. Че заводиться? Банакова. У меня Lead Energy. Не могу нормально посидеть, поиграть. Почему я должен вот перед кем-то всегда оправдываться? Меня это прям бесит очень сильно. Хоть фу? Давай. Давай. Наш каблук идет, здорово. О, наш каблук идет. Не осуждаем такое, это нормально. Че, получил? Да. Вам награду сделать нахаркать мне в стакан? Да? Каблук-то, конечно, вообще... Да, пацаны, она беременна. Чё? Ты что, угораешь, что ли? Да, по-серьезки не угораю. А как так произошло-то? Как у обычных людей. Ну, поздравляем.
Как у обычных людей. Не через жопу. В смысле, блядь, как это произошло реально? Ай, крутышки, пацанишки, каблук к ним пришел вообще. Опять вовановские темы, сейчас начнется, пацан приревнует. Они буквально выглядят как школьники. Да им 20 лет, конечно. Сколько пацану? 20-ник, ровно 20. Чтобы рассказать о ребенке всей семье, мы пригласили на мой день рождения маму Артема. Она приехала за пару дней до праздника. Пока Алла Геннадьевна будет здесь, мне приходится перебираться к родителям, ведь квартира Тёмы слишком мала для 3 человек. Что привезла вкусненького? Да, колбаску тебе. С конины? Ну, конечно, обязательно с конины. Это лапшичка на лагман. Так, что у тебя тут? А что холодильник-то пустой, Тём? Нихуя. Я иду, заказываю. Тёма, ты так испортишь себе желудок. Ну, а Вероничка что-нибудь помогает, ничего не готовит? Да мы с Вероникой вот и заказываем. Что она? Конина не ел, я не знаю, сколько лет уже, если честно. Мы вот в Казани, когда жили, постоянно что-то козы покупали, так вкусно. Уехали, все, и перестали. Ну, надо готовить, Артём. Это экономия денег. Открываю холодильник, а там мышь повесилась, как говорится. Конечно, ну, обалдела. Все-таки пища должна быть домашняя, самоприготовленная. Жалко же его, да, один тут. Пища должна быть домашняя, не уличная пища, понимаете? Домашняя должна быть. Мне нравится, когда мама приезжает, постоянно вот порядок в доме. Типа, все прям аккуратненько, все умыто. Чё? Приезжает, постоянно вот порядок в доме. Типа, все прям аккуратненько, все умыто. Прям хорошо. Люблю, когда мамочка приезжает. Ой, мамочка убирает мне квартирку, мама готовит, мама постельку заправляет. Ой, так нравится, да-да-да. Ой, мамочка. Не то, что моя вот это вот. Ой, мамочка приехала. Мамочка, зря от тебя уехал. Она ему попку помыла, конечно, да. Мамочка, люблю мамочку, а почаще бы мамочка приезжала. Я, конечно же, по ней скучаю. Мама вкуснее готовит, да. Он, небось, еще и заказал, чтобы мама привези что-нибудь, да. И скучаю особенно по ее вкусной еде. У мамы просто врубленная аура вокруг самоприготовленная пища. Да-да-да-да. Любишь сочных мамочек? Я? Мой день рождения Милф обожаю, оказывается. Недавно узнал, Милф обожаю. уже завтра. Мы с Артемом готовим подарок для родных, чтобы креативно сообщить о беременности. Не маловато ли коробка? Я думал, типа, с днем рождения. Хуямба. Может, наполнение какое-то было? Че, наполнитель так нормально? Да, Артем, ты купил, конечно, коробку. Доверить тебе такое нельзя было. Так надо было самой, значит, покупать. И свой наполнитель. Прикинь, они туда кладут не соску, а тот слетевший презерватив. Ты же любишь мамочку, удары которой бьют по площади двойным уроном. Сужо колечки, газинтай колечки, денька, куспеки, наокасан васаки, десука. Это название аниме, которое ты скопировал с Шикимори, я так думаю, да? Я сейчас загуглю. Оценка 5,5. Блин, не смотрим. Но годно. Че в похожем? Другой мир. Ну вот это... Ну вот Коносуба, да. Окей. Тест на беременность переживет все. Когда будет пика смотреть... Не. До свидания. Доверить тебе Другая такое линия. нельзя было. Так надо было самой, значит, покупать. И свой наполнитель бы сюда засыпала. Хоть кошачий. Пиздец, Артем долбоеб.
Вы чё клипуете, блядь? Праздники дома собрались все. Родители, сестры, племянницы, друзья. Идеальный момент для нашего... Кстати. Бля, мне кажется, батя ему сейчас вшатает. А надолго эту санину на палке таскать будет? Да ну хорош, там уж все выветрилось, там все впиталось, там все обрезали 300 раз. Идеальная хар-пра-пра-пра. О, сейчас узнаем. Просто представляете, если пахан, ну такой он, типа, если он мужских правил, то он скажет, типа, бля, надо было ко мне лично подойти, сказать, что ты там мою дочку оприходовал. Ну, что-нибудь такое, блядь. Потому что я вот как женился, я к пахану такой, типа, батя, хочу вашу дочь замуж. Он такой, мужчина, давай. И все, после этого ко мне 0 даем. Если бы я к нему пришел, не-не-не, если бы я даже не пришел, если бы я такой на вечеринке, ребята, устраиваем вечеринку, бейб, и там тест, и батя, мне кажется, меня вынесло нахуй. Надо было с отцом спать. Да, кстати, была бы уже другая передача. Он скажет, заебись, сука, вы мне это припоминать будете? Батя, можно вашей дочери письку ебать? И целовать, и чуть-чуть кусать. И был бы правый коронный, левый похорон, да. Новости. Хочу сказать спасибо всем за подарки, но у меня тоже есть подарок. Открывайте. Ой, что это? В смысле? Тест? Значит, у нас будет маленький. Вы что, серьезно? Да. Ну хорошо, молодцы. Молодцы. Ну, нормально тогда. Постарались, да? Хороший день рождения у нас. Не забываем про учебу. Чтобы профессия была, чтобы все было Все будет, хорошо. все будет. Я не ожидала от Вероники, Жесть, от тихой, реакция. спокойной девочки. Да и Артем весь такой тихий, по нему тоже не скажешь, что он на это способен. Поэтому я как-то и даже в замешательстве все. На что способен? Член достать? Что? А что там дело, пару секунд, кончил все, да. Я сейчас в недоумении. Я, конечно, бабушкой хотела стать, но я не думала, что это... На что, блядь, писку вставить? Чё несут? Вот да, Артем не способен. Мы вообще думали, он такой мальчик. Мы думали, они друзья. Такой вот. Мы думали, Артем по другим там. Прощайте, барабан. У Нека, Арк и Дизастера выпал Дизастер. Будет так скоро. Ну, раз Сорян. так получилось, 3 конечно, минуты. будем, значит, радоваться раньше. К ранней беременности я отношусь спокойно, хорошо. Лучше раньше, чем никогда. Лучше раньше, чем никогда. Сегодня Понятно? у меня первый скрининг. Мы с Артемом договорились встретиться утром у входа в клинику, но он сильно опаздывает. Мы думали, он и по... Да. Типа, мы вообще на этого пацана не рассчитывали 20 лет, и он вот такой вот сделает? Вау. Не, ну вы в своем уме? Ну это вообще невозможно. Это невозможно, не-не-не. Солнышко, ой, солнышко звонит. Солнышко, родное, солнышко. И не берет трубку. Мразь, трубку не берет. Что за хуйня вообще? 20 лет ебаться здесь. Что? Я иду к врачу одна. Как же мне сейчас обидно, что Артем со мной так поступает. Мне просто аж реветь хочется от его... Мне просто аж реветь хочется. Мне так обидно, что Артем со мной так поступает. Конечно, лучше раньше, чем никогда. Только из утробы вылезает сразу кончита делать надо. То... Поступку. Уже сформированы все органы у малыша, просто еще совсем маленькие. А сердцебиение можно послушать? Да, можно, сейчас оно достаточно частое. Это правда это сердечко моего ребенка? Да, сердечко твоего ребенка. Мне безумно приятно и растрагивает немного. Как же А вас растрагивает? Меня очень. много сейчас Артем пропускает. Тёмка. Да бля, у нее запор просто. Какой ужас, нахуй. Мне плохо. А чё, почему? Почему тебе плохо? Тём,
Вставай, ты случайно не проспал на скрине? Опаздываю, конечно, уже. Ну, Что ты а раньше чё ты не так? разбудил? Ну, кто ж так делает-то? Такой ответственный, важный момент в жизни. Ты проспал. Ты думал, встану. Ну, надо меньше было вчера играть в игрушки. Блин, какой то, что я проспал, вот это вот событие очень важное для Самокритично. Вероники, ну и для меня. Не могу. Ну, хорошо, никуда из города он не уехал. То было бы вдвойне, конечно, обидно. Но, видишь, какой хороший молодец. Могу поверить, что Артем... У нее целый ребенок внутри, она съела... Ай-яй-яй, какая плохая мать, не разбудила бедного. О, котечка, какая я красивая. Котенька, вообще, смотри, Вот трехцветная. событие очень важное для Вероники. Пушистая, ну и для замечательная. Не могу поверить, что Артем так и не пришел. Я позвонила подружкам Даше и Кате, и мы встретились у меня во дворе. Да вы еще клипуете, блядь. Меня ж потом забанят за такие клипы, ребят. Ведет себя сейчас, потом что будет? Мне уже плохо от этого Артема. Только нервы мотают, а потом я буду животом ходить, и что будет? То же самое. Не поможет ничего. Вот надо будет мне куда-нибудь в больницу, ну вот срочно, не знаю, в женскую консультацию. Не увезет ничего. Не увезет, ты же его не разбудишь, блядь. Потому что что? Потому что он геймер, потому что он дотер, потому что он мужчина. Он всегда такой будет. Ай, бля. Не, ну то, что чувака звонком не подняло, я его понимаю прекрасно. Я тоже много раз просыпал, жестко просыпал. Один случай был, мне до сих пор стыдно. Зима, мороз, на улице минус 34. Жена ушла на работу. Причем мы не были тогда еще женаты, мы встречались, я приезжал к ней с Москвы в Пензу. Вот, и я у нее, естественно, жил. Это было в комнате на общей кухне. Ну, в коммуналке она жила. Вот. И она ушла на работу. Режим, естественно, у меня сбит. Я подросток. Мне там 18-19 лет, что-то тоже около того. Она ушла на работу. Я что-то прикимарил так чуть-чуть на часик. Просыпаюсь от того, что у меня куча пропущенных. Я, естественно, открываю дверь. В подъезде стоит Юля. Мы еще на первом этаже жили, а там, ну, все, подъезд открыт. И то есть в подъезде тоже минус 34. И она стоит, вся трясется, она, естественно, замерзла, она заболела. Мне до сих пор стыдно безумно. Отскокукс, прости меня, пожалуйста. Фу, мужлан, жил. Жил когда-то, да. До сих пор стыдно, жестко просыпал, но ничего с этим не могу поделать. Вот, такой сон. Я вообще не чутко спал, меня вообще невозможно было разбудить. Я мог заснуть даже вот при работающем пылесосе или в кинотеатре где-нибудь. Да я минут 40 на морозе стоял, вообще ужас, мне так стыдно. Там от работы до дома-то идти минут, знаешь, 10. То есть, там прям очень близко было. Причем по сугробам 10 минут идти. Так пешком там минут вообще 5, может даже 3. Вот. И да, меня просто стояла, ждала. Мне очень стыдно. Поэтому то, что сейчас пацан проспал, это такая херня на самом деле. Такая херня. Научится спать. Что такого? Тем более он на учебу еще ходит. Он только от мамки, считай, съехал. Только почувствовал вот эту волю, когда можно не спать по ночам. Все, научится он еще, научится. Привет. Привет. Я немножко засиделся в компе. Артем, что-то ты, по-моему, борщишь уже с этими игрушками. Да блин, выточили. Блин, вот эти две тетки, пошли нахуй. Че, парочка сама не разберется? Съебались отсюда. Лезете. Со своими советами, блядь. Все. Я ж не специально. лезем? Он еще от юбки мамкин не отцепился. Да. Как видишь, он говорит, что типа, ой, мамочка приехала. Ты видишь то, что она нервничает, переживает? Подождите, Мне дайте вообще я нервничать нельзя. Да я понимаю, прости. Но я не специально, правда. Как вообще, что с малышом? Все хорошо? Да, все нормально, сказала. Я постараюсь себя взять в руки и как-то перестать вот играть и начать вообще новую жизнь без этого компьютера. Я надеюсь, в дальнейшем он одумается и будет вести себя по-другому. 27 недель до родов.
И вот интересно, какие у нее интересы помимо Артема, подружек и беременности? ТикТоки хотя бы снимала, да? Я сейчас отойду. Я хочу себе налить что-нибудь, ребят. А стоп, если бы интересы были, то она бы и не забеременела. Да, да, вполне. Сейчас приду. Одну секунду, ребят. Одну секунду. А я тут. И интерес — это сексица. Она бы выбрала 2D мужиков, а не Артема. Да черт поймешь, что у них там в Томске вообще. Водичка. Мама Артема уехала, и мы опять живем вместе. Но меня постоянно тошнит, чувствую слабость, сонливость. Из-за токсикоза приходится отпрашиваться домой с учебы. Думаю, мне будет лучше все. Марик! Привет, давно не виделись. В Томске ебутся, конечно. Да, комп, игры тоже интерес по сути. Хз, как-то можно за них осуждать. Может, конечно, потому что сама играю. Привет. Не, ну, есть дофига людей без интересов. У меня есть такие знакомые, и с этим ничего не поделать, к сожалению. У многих, ну, многие знают этого человека. Блин, я не знаю, как сказать. Короче, да, бывают люди без интересов, их прям спрашивают, типа, а ты чем интересуешься? Может, ты что-то читаешь? Нет, читать скучно. Может, ты фильмы смотришь? Нет, я не могу на фильмах концентрироваться. Может, ты музыку слушаешь? Не, музыка тоже не нравится. Может, ты во что-то играешь? Ну, вот Stardew Valley, там вот это вот все. Кроме Stardew Valley, что-то сюжетное пробовал? Не, сюжетное не люблю. И такой, блин. Может, какое-то увлечение есть? Да нет, ничего не интересно. А нахуй жить вообще, да? Нахуй жить. Как дела? Да... Осенне-тревожное такое что. Это что, я? Не ты. Погодите, я поняла. На букву Н? На букву Н. Слышь, за Stardew Valley еще ответишь. Не, я о том, что... Как сказать? Когда человек любит компьютерные игры, он в них погружается и ищет себя во многих компьютерных играх. А если человек любит только одну игру, то он не геймер. Я вот про это говорю. Вот. Это как быть книжным червем одной книги. Ну вот, играя в Stardew Valley, геймером не станешь. Я вот об этом. То есть это не увлечение для меня. Перечитывать одну и ту же книгу. Или переслушивать одну и ту же песню и называть себя музыкантом. Ну, что-нибудь такое. К Stardew Valley 0 вопрос. Хоть 1000 часов там наиграете. А игра с писюном — это искусство. Ну, просто да, я и в Питере с такими людьми знаком, и онлайн с такими людьми знаком. Интересов вообще нет. Поговорить я вообще не знаю о чем. Вот. То есть, если у человека есть какие-то минимальные интересы, это всегда классно. Будь то 2D мужики, будь то какое-то чтиво, какие-то игры, коллекционирование чего-либо. Но если человек говорит, типа, да мне ничего в жизни не интересно, я просто существую, хожу на работу и на учебу, ну, блядь, я не знаю, ребят, я не знаю. Мне с такими людьми тяжеловато.
Вот. У меня прекрасно все, если не считать того, что меня взломали в Дискорде. Опа. А чё, как? Зачем тебя взломали? Что-нибудь сделали? Рассылали какую-нибудь спам-рассылку? Не было такого? А если писюн один, то не увлечение. О, кстати. Любители поиграть на кожаной флейте плюс чат. Ой. Здорово, Мозгор. Привет. Да хуй его как рассыл. О, у меня Вархаммер скачался. Ну, батя у него вообще золотой, понимающий, и я сначала думал, что он, знаете, он... Я не знаю, как это произошло. Думаю, мне будет... Спасибо, что сказали, спасибо большое. Звук, брат, звук пропал. Звук. Спасибо, что сказали. Будет лучше все же взять академ. Для его оформления нужен кто-то из родителей. Уболтать папу больше шансов. Я что говорю, что батя сначала такой, типа, я спокойный, но... Я думаю, бля, он по-любому кого-нибудь ебашит, он по-любому кого-нибудь пиздит. А потом на него смотрю, он такой добренький, он такой хорошенький. Мать вообще сказала, не работай, ты родила, все, не работай. Я буду работать, я то, я все. Я вообще буду умничкой. И вот, пожалуйста. Вообще золотце. Батя вообще супер. И худенький. Выглядит, правда, ну, потрепала его жизнь как будто. Академ и точно никакого образования не получит. Ну, это да, классика. Это сколько мы выпусков смотрели «Беременна в 16»? Всегда одно и то же. Папа, я беру академ, и все. Он же на самом деле сигма-убийца-бизнесмен. Он сигма-бой. Он и топит за учебу, но и жалеет меня всегда. Надеюсь, он поймет. Я хочу академ взять. Ты что, учиться не будешь? Ну да, где-то годик. Даже и не думай. Я ничего не дам. Блин, я думал, он скажет, типа, да, конечно, похуй. Никакого согласия, учиться надо. Вот и все. Ну а потом вернусь. А потом ты уже не вернешься, там ребенок. Потом просто ты бросишь и все. А потом тебе не надо ничего. Батя смотрел все предыдущие выпуски однозначно, а вот ее жизнь ничему не научила. Вот она пришла на передачу такая, типа, я хочу в «Беременна в 16». Но предыдущие выпуски я смотрела и ничего из них не выучила. Батя все предыдущие выпуски посмотрел, такой, она не пойдет потом на учебу. Там пенсия по генам. Чего? Хочу пенсию по генам. Я сейчас, конечно, в шоке по поводу всего этого. Я хочу, чтобы дочь получила образование. Что тачку поставили? А вы что делаете? Вы что нашу? Ну ты встань вот так маленечко, убирай. Нет. Убирай, мне нужно проехать. Я хочу. Мне надо проехать, убирайте. Я буду убирать. Я Вы что, обнаглели, что ли? Я хочу, чтобы дочь получила образование. Что тачку поставили? А вы что делаете? Вы что нашу? Ну ты встань вот так маленечко, убирай. Нет. Убирай, мне нужно проехать. Я хочу. Мне надо проехать, убирайте. Я буду. Вы что, обнаглели, что ли? Нет. Уйди. Что за малолетки такие наглые пошли? Как бы треснуло. Извините. Ты видел, что она сделала? Иди, пожалуйста, я не хочу вообще разбираться с этим. Мне нравится его ответ вот этот. А я хочу? А вы чё? Пробка в пятерочке, драка. Ужас, мне кажется, я образование не... Ой, бля, пиздец, бля, крыжанина. Не, вот это вообще мощь. И причем я даже не знаю, как такое можно наиграть, если честно. А вы что делаете? Вы что нашу? Ну ты встань вот так маленечко, убирай. Нет. Убирай, мне нужно проехать. Я хочу. Мне надо проехать, убирайте. Я буду убирать. Вы что, обнаглели, что ли? Нет. Уйди. Что за малолетки такие наглые пошли? Как бы треснуло. Извините.
Ты видел, что она сделала? Иди, пожалуйста, я не хочу вообще разбираться с этим. Ты реально взяла тачку на полдороги, поставила, ты что меня позоришь? Я была права. Какой ты была взяла бы и права? обошла, она бы взяла и обошла. Мгм. Ничего страшного. Ты не тут- одна в магазине. Мне все, Всё, народу иди молоко почти возьми нету. и пошли отсюда. Из-за плохого самочувствия, состояния я... Не, прикольно, я люблю такое. Вот поэтому нельзя заводить себе женщин, они же дикие. А их только в лесу и заводят, брат. Идешь в лес, находишь самую дикую женщину и получаешь самый горячий секс. Я за лупу... Что? В залупу полезла, муж в ахуе. очень сильно стала... Кому? Куда полезла? Я перечитаю, блядь. В залупу полезла, муж в ахуе. Не, ну ладно, ладно. Дубинкой по голове и в кусты. В ахуе пон. раздражительность, поэтому тетка просто мне попалась под руку. Истеричка, блин. Я не понимаю, как она умудряется это вообще делать. А ты что, заступиться не мог за меня? Я и так за тебя заступаюсь. Извинялся перед ней. Я поставила свою тележку нормально. Ты вообще больная. В смысле больная? В каком месте я В больная? любом смысле. Ты меня уже достал. Да это ты уже. Мужчинский. Продукты забери. Больная истеричка. Не надо так делать, молодой человек. Алкашка куда нарывается, блядь. Сейчас вместо арбуза будет. Артем вообще псих. Сидит Как там можно с водочкой. было разбить арбуз, который я так сильно хотела, и он... Или может она обиделась, что он арбуз допинал. Может она его подошла, додоела. Нет, арбуз, на нахуй. Да, бля, въебал бы и лучше, чем через арбуз. Чё? Зачем арбуз сломал? Не-не-не, бить никого нельзя. Никого нельзя бить. Неко, Арк, ты чё такой на агре? Все было с постановой, кроме алкашки. Да, да, по-любому. То, что я его люблю. Вот как она меня может вообще из себя выводить, я не понимаю. Вот Он просто шутит? по щелчку пальца Ну. просто меняет меня. Нет времени разбираться с Артемом. Щелчок Таноса, Он понял? знает то, что я его люблю. Вот как она меня может вообще из себя выводить, я не понимаю. Вот просто по щелчку пальца просто меняет меня. Нет времени Меняет разбираться меня, с Артемом. бля. Папа, оказывается, собрал целый семейный совет. Приехали сестры читать мне мораль. Ну Охуенно. что они все вцепились в этот колледж? Все равно работать по профессии блядь. не буду. Вы чё клипуете? Вы чё? Блядь! Бля, вы чё клипуете? Я не понимаю. Образование ничего, это сейчас она когда возьмет и... Как получить секс? Еще, блядь, через двоеточие пособие от Маста. Маст жестко про секс, да? Ловит тебя на ошибки. Ну, И чё? Она оттуда больше и не вернется. Мне реально На учебу. плохо. Плохо. Всем было плохо, и Мне родителям тошнит. тоже В России секс все. плохо было. Ничего страшного, тошнит, не тошнит, ты можешь получать образование. Ну как ей сидеть на парах? Ты давай тоже не защищай. Потом она не будет доучиваться. Она просто потом не захочет. Она просто не захочет, и все. Доучуся. Не надо сказки мне. Секс с женщиной не опасно. Опасно, слушай, опасно. Поэтому надо другого партнера себе выбирать по достоинству. Рассказывал. Никаких академов, мы с тобой поедем и решим этот вопрос, чтобы вошли в твое положение. Почему одна сестра желтая, а другая красная? Не ты первая, не ты последняя, кто рожает. Моя однокурсница родила в 37 и после родов сразу пошла на сессию. А тебе сколько лет? Они разные ММДМсы. Ебать! Они настоящие! Ей 40. Я такого от Вики не ожидала. Я думала, что она меня поймет, потому что она сама же рожала, у нее все-таки 2 детей. Вы меня просто не понимаете никогда. В колледже тоже работает с женщиной, они войдут в положение. Токсикоз пройдет, она выполнит дома задание и принесет, сдаст в определенное время, когда преподаватели будут свободны. Мне тогда 20 было, нихуя себе. Мне постоянно плохо. То тошнит, то слабость. Запахи вообще не переношу. Мутит даже от любимых духов.
от ароматов еды и специй меня просто выворачивает наизнанку. Фу, не подходи ко мне, чем... Фу, мужлан! Однокурсница, а не одноклассница. Ты чё, маст? Жесткий пон. Чем тебя В воняет? смысле, чеснок? Какой чеснок? Обычно в техникуме кушал. А обычный в техникуме кушал. Зачем? Ты просто чеснок ел? С борщом в техникуме. И пацанам за углом отсасывал. Иди проветривайся. Пока не проветришься, не заходи сюда. Чуть обнаглела, мне из моей же квартиры выгонять. Иди отсюда. Иди отсюда, я тебе говорю. Я что, теперь не смогу нормально покушать и поспать? Пацана. Да я потребность. Я что, не могу нормально покушать и поспать? И в комп поиграть? Это нормальный вообще загон у беременных. Артем знает то, что меня от всего подряд тошнит, и приперся с наевшегося чеснока. Для чего он это делает, я не понимаю. Мог не есть, блять, хотя бы день, я не знаю. Потерпеть 9 месяцев, пожалуйста. Артем, не ешь нахуй. Ты можешь вообще не потеть? Я тебя прошу. Чесночный техникум самый обычный. Да пошла она нахуй, разрешите. Чеснок поел, и она меня выгнала, и все. Ну что, тоже чеснок ел? Ну, гормон. Обожаю чеснок. Бля, это вообще атас. Вот лучок люблю. И чеснок. Вот чеснок прям вот зубчик чеснока вот так откусить и сидеть жевать его. Бля, такой кайф. Вот чтобы вот прям, знаете, чтобы слизистую разъедало. Главное, после чеснока не пукнуть рядом с ней. А ты... Шалят. А потом целоваться. Ну а ты как думаешь? Ты беременность. Ладно, меня переночуешь. Спасибо. Все равно вы решили, что ребенка завести. Да что рано-то? Ты цены видел вообще в магазине? Да пока еще не приглядывал за ценой. Надо сходить, посмотреть. У меня вот племянник родился. Очень дорого все. Нам сейчас помогают родители финансово. И еще Вероника оформила пособие по беременности. И Мишка вправду дело говорит, может... Пособие по беременности? Сейчас беременным просто платят? Нихуя себе. Блин, Мас, ты должен был что-то сказать, а я это заклепать. А я почувствовал, что ты уже хочешь заклепать, и я отказался что-то говорить. Обожаю хлеб с чесноком, масличком и зеленушкой. Да, вот так вот натереть его. Так намазать. Зеленушку прям втереть туда, вот в хлебушек. Вот так. А, сука, захотелось. Правда, там дорого все стоит. И если я сейчас приду, у меня просто глаза натянутся. Глаза на хуй натянутся. Вика, как и обещала, пошла со мной в колледж на беседу с куратором, лишь бы я не взяла академ. Есть смысл продолжить занятия, но по индивидуальному. А как правильно рожать детей, расскажи. Ты же опытный, какие мышцы напрягать. Я не рожал, брат. Не, серьезно, я вообще не рожавший. Я бездетный. я без опыта. Не, серьезно. Без пиздежа. Я клянусь, я бездетный. Знакомый сейчас второго родил, а им 1 миллион выплатит еще 1,5 года по 65 тысяч каждый месяц? Чего, блядь? 65 тысяч каждый месяц. Еба, и 1 миллион. Ты зачем ему рассказал? Сюда, блядь. Ладно, нет. Так это можно не работать. Это можно рожать каждые 1,5 года и не работать. Жесткий пон. А они потом подрастут, заставить их еще работать на тебя, да? Графику обучения. Оформить такую... Это еще жена без декрета, потому что не работает. Так, блядь. Так, подожди. Подожди, блядь. Брат, намывай волыну, иди делать бизнес из детей.
достаточно лояльную для студента вещь, как свободное посещение занятий. 15 минут, Мне как раз видюху надо обновить на компе. и все проблемы решены. Я не понимаю, почему Вероника из-за академии сделала такую проблему. Мне так обидно. Я понимаю, если бы я действительно притворялась или халтурила. Как мне с этим учиться, я не знаю. Мне же действительно плохо. Мне же действительно плохо. Мне же действительно похуй. Утром Артем вернулся домой. Всю ночь был у друга. И это пошло ему на пользу. Тёма рассказал мне об их разговоре. И мы поехали смотреть цены пользу? на детские товары в самый большой магазин. Во бэбик родишь, а нам мат-пособие купишь RTX 59. Ну, кстати, да, лямчик дают. 65 тысяч в год. Нормально, нормально. Это сколько игр в Стиме можно купить? В городе. Почти 60 тысяч. А ребенка куда? На майнинг? Я не знаю. Да можно купить велосипед для Ты вместе смотри, какая кататься. она высокая, большая, удобная. И 65 тысяч в месяц. зима, и Я лето. охуею. Вот и Это дохуя, мне кажется. Это реально ребенка можно обеспечить. Я не понимаю. То есть это реально ты рожаешь, ты можешь нихуя не накопить для того, чтобы родить, да? Ну так это на второго. Ну вот я уверен, за первого тоже что-то дают. Или детдом сдашь. Если в детдом сдаешь, там и деньги точно заберут. Не, суть в чем? Просто представь, ты такой, типа, блин, я очень хочу второго ребенка, но мне нужны для него деньги. Это купи, это купи, это купи. Все. Ну, как раньше было, как вот в нулевых было. По-любому, вот люди второго рожали, такие, блядь, мы не потянем, какой нахуй второй. Сейчас второго рожаешь, тебе бам, миллион, бам, зарплата, все. Классно. За первого дают грамоту. 65 тысяч это 40% от среднего дохода за 2 года. Вообще замечательно. Это шикарно. Это класс. говорю, зимой и летом можно на велосипеде кататься, там люльку приделаем к велику и катаемся. Артем! Я вообще в ужасе, что столько коляски могут стоить. Туда что, нолик пририсовали? Или двигатель поставили от машины? Почему так дорого? Ой, да, я видел, коляски по 500 тысяч есть. Смотри, какой унитаз. Без двигателя, бля, я вообще не понимаю это дело. Так это поющий горшок. Артем, я такой хотела. Я о таком мечтала всю жизнь. Я хочу поющий унитаз себе домой. Необычно вот это вот все. Брат, делаем бизнес? Брат, у нас с тобой бизнес не получится вдвоем. А чё, кстати, текст не озвучивается? Текст не озвучивается, прикинь? Брат, делаем бизнес. Давай. Так. Дня какая-то за 200 рублей. Ребенок Нам бизнес можно сделать, если мы это вдвоем будем снимать с тобой. еще не родился, а когда родится, ему вообще подгузники нужны будут, а не вот это. Артем, мы его все равно купим. Пошли. Какой? Не купим мы Смотри, ничего. даже кнопочка Да есть. не будем мы ничего покупать. Мы будем покупать. Нет, не будем покупать. Может идти Тест. на кассу, я не знаю, как это. А как у... Что? Я не буду вслух читать, мало ли. Любишь, когда... Так, я тоже не буду это читать вслух. Расплачиваться будешь, мы ничего не купим. Мы будем покупать. Не будем ничего горшок. покупать. Я сказала, Нет. мы будем. Вероник, ты понимаешь, мы возьмем вот это. Возьмем Ну, девка, я в шоке с девки, если честно. Это какой-то атас. Это какой-то атас. бутылочку. Я поэтому в ТикТоке и сижу. Помнишь, фильм был, как он забеременел? Я думал, ты про первые роли Шварценеггера. Я все-таки прочитал его имя. Он же начинал с порно. Вот. Я думал, ты про это. Да пошла она нахуй. Люблю модеров. Модеры у меня вообще самые солнышки, самые замечательные модераторы. Соски. Это уже в копейку встанет. А унитаз-то нам сейчас не нужен. Сама-то подумай.
Давай унитаз отнесешь, и на первое время пока закроем этот вопрос. Ладно, пошли. Че не день, так новый прикол. Я уже не знаю, что это мадам с головой. Я не понимаю, Он правда почему Артём приколе. так сопротивляется, ведь он стоит не так уж и дорого. Ну, подумаешь, он сейчас не нужен, но потом-то он будет нужен. Я в кастрюлю срал, если что. Сегодня у меня второй До 18. скрининг. Врач уже сможет увидеть пол малыша. Я рада, что Артём не повторяет Ладно, шучу, до 30. своих ошибок и пришел на УЗИ вместе со мной и Надей. По анатомии все хорошо. Покажи А мне. как понять, кто это? Девочка, мальчик? Ну, были такие, типа, кастрюльки, вот так, пол. Половина малыша сюда. И Надей. По анатомии все хорошо. А как понять, кто это? Девочка, мальчик? Смотрим половые органы, уже видно пол ребеночка. Вам сразу сказать пол? Нет, давайте вернем в конвертик и вот. Да, не надо сейчас говорить, мы Хорошо. гендер-пати будем Мы на разыгрывать. листочке напишем, в конверте отдадим. Малыш уже полностью сформирован. А как он кушает, ребенок? Питается через А как кушает? Как кушает ребенок? пуповинку малыш. То Гендер-пати, ёпта, сюда, да! Блин, так неискренне выглядит, все, она вроде на тупую не похожа, спокойно такая, просто другой драмы нет, вот и высасывают. Как будто бы, да, есть такое. Как будто сыграй припизнутую. что соединить Ой, какая, какая крейзи. Прошу, Нека Арк. Нида Кинг. Блин, он вообще охуенный. Это вообще супер. Колотушка-пушка. соединяет маму с малышом, называется пуповина, через плаценту, и происходит питание от мамы к малышу. Снотворный Фредди Крюгер. Плацента, орган, вот он располагается тоже в маточке. Типа дом? Ну, дом, наверное, это вся маточка. Вот она, все плодное яйцо. Вот, а плацента, ну, это орган питания малыша. Я, конечно, хочу больше всего мальчика, потому что мечта какая-то у меня есть. Молоко плюс. Ух ты ж, ёпта. Всем молоко плюс. Давайте. Дом. Ага. Дом — это вся маточка. Дом — это вся маточка. Команда доступна только для VIP. К сожалению, Нека Арк, прости. Питать сына. Все плодное это тоже в маточке. Типа дом? Типа Ну, дом. наверное, это вся маточка. Вот она, все плодное яйцо. Вот, а плацента, ну, это орган питания малыша. Я, конечно, хочу больше всего мальчика, потому что мечта какая-то у меня Я, есть. конечно, больше всего хочу позадавать странненьких вопросов, как ребеночек кушает и в каком домике он живет там. И ему, как ребеночку, вот это домик, вот через трубочку он кушает, вот ням-ням-ням-ням-ням, вот ему вот так вот скормили, все, ням-ням-ням-ням-ням. Мамочка приехала в Томск, приготовила, сказала ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, как мамочка, ой, как хорошо, что мамочка приехала, вот. Игра, где тупо дом и ты тупо клипок, блядь, я не могу, нахуй. Типа привидение, типа дом, покажи матку, у меня нету. Воспитать сына, типа отдать на тренировку, которую я раньше хотел пойти, но не получалось из-за каких-то, может, финансов, поиграть в футбол. Я хочу мальчика, потому Бля, я думал, это мем, что родители воспитывают в детях то, что не могли в себе реализовать, и он тупо это озвучивает в лоб. Такой, о, у меня сын? И я сейчас в него загружу все то, что сам не получил. Вообще все прям вот впихну в него. Стрим из матки, пацаны. Чё, серьезно? что мне кажется, Не, это правда. Это правда. Живите по правде. что он просто в содержании. В плане того, что девочке нужно, допустим, на низ это и колготки, и юбка, и шорты, и трусы, и не знаю, и А пацану носки и все, и в путь, блядь. Один носок ему дай, и он будет жить в нем 100 лет. штаны там. А мальчику нужны трусы, штаны, шорты. И все. Токсико. А пацану колготки не нужны. Мальчику тоже надо юбку. Пацан без юбки не пацан. Пацан листиком прикрылся и все. Вот она охуеет. Отступил. У меня меняются вкусы. Мальчику нужны чулочки.
Люблю грызть сырую замороженную картошку. Все надо мной угорают. Не, последнее время меня все бесит. А вот картошку поем, мне легко на душе, вы понимаете? Это облегчение. Может, вы попробуете? Нет. Нет. Вероника, может, тебе на йогу записаться? Йога? Блин, а сколько вообще это стоит? Сейчас, поглядим. 1000 рублей за одно занятие. Чего, бля? Ну, это как-то дорого. Ну да. Почему? Я могу пойти на подработку, если ты так хочешь. Какой он лапушка, я не могу. Какой хорошенький. Если ты хочешь, девочка моя, 1000 рублей одно занятие, я пойду на подработку ради тебя. Блять. Солнышко, ты где был? Мы тебя искали все предыдущие 3 сезона. Вообще лапушка. Если пацан будет кошка-девочка, и я на 1000 пиво попью, ты можешь. А мы на йогу пойдем для беременных. Пока Тёма копит на абонемент на йогу, я заставляю его гулять вместе со мной. Какие имена будем выбирать? Ну, если до мальчика, то... Какие имена будем выбирать? Ну, если для мальчика, то мужские. А если для девочки, то женские. Иван. Ну, не, а для Иван! Для мальчика Иван. А для девочки Настя. Эвана, Мирана. Женя и Саша. Вы чё, в Эфимбуе уже родили или чё? Арсен и Макарян. С игры. Если мальчик Арсен, если девочка Макарян. Иванна. И кухня. Простите. Достали уже твои игры. Ты как это представляешь? В школе? Надеюсь, девочка будет. Я девочку 10 тысяч депнула. Да. Будет девочка, будет. Верим. В школе будут всяко разно А обзывать. как ее будут обзывать? Даже нет обзывательских слов в ее сторону. А Машка, Дашка, Барашка, Сергей. Называй ты свой придумываешь. Но я хочу, чтобы у ребенка было какое-то необычное имя, а не вот это банальное. Что? Придумываешь. Но я хочу, чтобы у ребенка было какое-то необычное имя. Игры. Ты как это? Анна. Ну, если до мальчика, то Элан. Как это, блядь, сложить? Ты как хочешь мальчик назвать? Иван. Хочу какое-то необычное имя. Чего, блядь? Даже нет а не вот это банальные имена. Но это вообще бредово. Я так надеялась, что Артем забыл про свои игры, но он опять начал предлагать какие-то непонятные имена. На гендер-пати Назовите его приедет мама Зиккурат. Артема, и мне опять пришлось перебираться к родителям. Думаю, нам нужна квартира побольше. Невозможно так по каждому случаю бегать из дома в дом. А ты зачем в темноте ешь с ножа? Нельзя с ножа есть, ребенок будет вор. Ты что? Вот это по понятиям, вот. Поняли? Поняли? Девки, беременеем и едим с ножа. И будет у нас вор. Будет у нас пацан, вор, ворюга. Ешьте с ножа. Либо пиратом будет, либо вором. Все по масти у мадамы. Я воровка не... Что, не знаешь эти приметы, Не читаю. что ли? Я не верю во все эти приметы, зачем оно мне надо? Потому что еще аукнуться это делать. Надо старших всегда слушать и уважать. Я верю в приметы. Как, блядь? Придут потом к тебе из налоговой и скажут: о, бля, с ножа ела, блядь. Минус подоходный налог. Чё? Какая хуйня, блядь, случится? Ну, если она с ножа. Ну, выклеить все глаз, нахуй, в темноте. Ну, что может еще случиться? Какой, нахуй, вор родится? Чё? Серьезно, блядь, ела с ножа, родился вор, блядь. Тебе еще потом аукнется, мразь. Была как бы подростком тоже, ездили там в деревню, не верили, там тоже бабушка рассказывала, много говорила. Теперь мы становимся взрослее, мудрее, и действительно начинаешь вспоминать, как это все сбывалось, и сейчас сбывается даже. А что сбывается-то, блядь? Приведи пример. Типа, ну... Меня с лестницы беременную пустили, вот теперь у меня дочка вот такая. Да, я бы поверил. А это с ножа ест, ну...
По хуям вообще должно быть. А если с пятки есть? На топ-тышем станешь. Сегодня мы узнаем пол нашего малыша. Бля, я не могу с этого пол ребенка, блядь. Реально половина. Как Мас назовет сына? Вы чё, блядь? Я назову его пол ребенка. Собралась вся семья. Это так волнительно. На гендер-пати мы устроили голосование. Каждый кладет в специальную колясочку бантик розового или голубого цвета. Больше голосов за девочку. И скоро мы увидим правильный ответ. 1, 2, 3, 4. А до скольки считаем? Вот моя! Дадеп! Девочка! Это вообще что за бред? Может, перепутали, не знаю, может там не увидела медсестра, не знаю, ну как так? Ну может нам шарик вообще не тот привезли, ну что? Может, не увидела медсестра. Ты тут дрын, блядь. Так, все, результат голосования. Управление прогнозом. Выберите исход. У нас девочка. У нас же девочка, да? Девочка. Все, сюда. Я выиграл, выиграл. Ура, победа. Девочка, горе в семье самурая. Я проебунькал. Это ты слабак ебаный. Что? Это ты мне? Видимо, придется... Что за цифра уходит к Мутусле? Мутусле, мы тебя искренне поздравляем. Это твой приз. Кто пукнул мне в ладоши, я не понимаю. Ты тоже выиграла? Ацуко Кокс. Этот приз уходит и тебе тоже. Вот эти 14 880 баллов. Я не знаю, как вы такие деньги собираете. 3 на 3, кстати, голосовало. А, ты про отца. Я думал, ты про меня. Я уже хотел быкануть. Залиться на много красивых вещей, а еще в будущем давать на ресницы, ногти и так далее. У меня сейчас просто мурашки по коже. Неужели мне повезло? У меня будет внучка. Потому что мне всегда хотелось иметь дочку. Ну, как-то вот у нас так сложилось, что вокруг... Быкани на меня похуй? Анкноу! Да я тебе при встрече, блядь, вот... Вот так вот, нахуй. У меня 75 тысяч. Ебать, вы богатые, вы богатые. У меня одни мальчики. Норм цифры сказать, только 0 там лишний. Голландский штурвал? Да. Это угроза, если что. Нихуя в 2 руки, страшно пиздец. Очень-очень рада, что у нас будет девочка. Я вам сюрприз приготовила. Я вам дарю машинку. Я вам сюрприз приготовила. Я вам дарю машинку. Ну все, пойдемте посмотрим. Хватит жрать! Хватит жрать, собаки, блядь, не для вас готовили. Не, ебать. Лямчик. Ну ладно, там не лямчик. Мама подарила хату, мама подарила машину, он работает. У нее тоже, ну, мама, папа, вообще все замечательно. А где трэш-выпуски? Где трэш-выпуски? Я хочу трэш-выпуск. У Мутузли 14 сантиметров, у Ацукококс 22, у Альтерджут 9. Младший братик сегодня. Вот это бизнес, больше не будет такого. Да, там машина 1200-300, явно не за лям. А я считаю, любая машина машина. Я недавно смотрел Волгу, нашел за 370 тысяч, думаю, ебать. Это самая роскошная машина, которую я видел. Вот эти за лям, нахуй они мне не нужны. Вот этот, блядь, компьютер, блядь, парк-трекинг, нахуй оно мне надо. Нахуя? Машина, я как, блядь, я вот родился, были машины вот с коробкой передач, ручником, блядь, и рулем, и педалями. Для меня это, ну все, это классно. Если там магнитола стоит, это ебать, это охуительно. Не, Волга это другое. Волга ценится сейчас, особенно если сделано хорошо. В Волге
Трясет, небось, как в одном поезде. В современной машине плавные. Современный, да, не спорю. Ну, наш, брат. Я, короче, я в шоке, сколько сейчас за машины просят денег. Я не понимаю таких цен. Я с отчимом, когда начинал общаться, это было давно, больше 10 лет назад. И он себе тогда взял Toyota Prado. Он ее взял тогда по тем меркам что-то за 3 миллиона. Это, мне казалось, это бешеные деньги. Я не знаю, сколько сейчас тачка стоит. Это такой крузачок Toyota. Классная. Не 200-очка, конечно, 200-ка еще больше, но она огромная. И там как раз и парк-трекинг был, вот эти камеры. Тогда это все для меня было в новинку. Я до этого с дедом на двойке ездил. Для меня двойка была классной машиной. Я любил двойку. Тут я залажу к отчиму в его крузак, такой, ебать, это что нахуй такое? Кондиционер в машине? Ебануться. Поэтому для меня сейчас кондей в машине это уже, это уже классно. Все остальное, бля, дай бог печка зимой топит. Вообще супер будет. А вот эти компьютеры, я не понимаю, ребят, я не понимаю. У меня дома столько компов нет, сколько сейчас в тачках компов стоит. Ща X2. Почему наушники говорят please charge? Что такое charge? Charge, ты покемон такой? В целом зависит от колес. Больше в джипе не будет укачивать, там колеса больше, а в легковушке трясти любой будет, если мы говорим о древних дорогах. Клиренс, не, колеса, да. Легковушки тоже, да, смотри, если сейчас какой-нибудь охуенный какой-нибудь Мерседес возьмешь, или Бэху, вот там вообще, мне кажется, будет прям вот плавненько все. Если взять какой-нибудь Запорожец, которому уже лет 70, то, там потрясет немножко. Заряди меня, пожалуйста, говорят. Кому зарядить? Я вам сейчас заряжу нахуй. Кому полный бак, ребят? Ладно, погнали. Блядь, мы 2 часа смотрим уже вот эти 35 минут. Повели пинетками. Артём, мама, где машина? Пилит, Ну ты пикни. Вот всё. Нифига Вот себе. автомобиль. Не совсем, но... Мама, где машина? Мама, помоги, пожалуйста. В ахуе пон. Они вообще охуели, что ли еще просить меня будут? Новое, но... Спасибо. Что есть, то есть. Для начала пойдет. Внучку возить, вот Да. хорошо, отлично будете. Это прям очень большой подарок для меня. Мама, Я мама, вызывай такси. вообще в шоке. Я прям очень рад, что такой день. Нихуя себе. Вообще, им ебать как После повезло. опоздания на первый скрининг Артем на время перестал зависать в играх. Но сейчас опять за старое. Бесит. Этот комп вообще надо выбросить со столом. Только место занимает. Негде даже вещи сушить. Так, ладно, сейчас, пацаны, подойду. Вероник, ну что ты ее сюда Ты че нахуй? Вероника съебала из дома, блядь. поставила? А куда я тебе поставлю? Вот так поставь. А к дивану как пройти? Ну, Артем, Да, обычно пройдешь. что когда ребенок будет, таких 10 у тебя тут. Блин, с тобой намного веселее. Правда? А я думал, ты ничего не пишешь, потому что тебе скучно. Слушай, Да будь пофиг мне, стоять. вот туда можешь ставить на подоконник. На улицу ставь, все на голову ставь. А на улицу, а зимой А, ты как будешь? Обычно. Дома? Из окна высунул, и все сушиться будет. Бля, пацан, вообще мегапон. Реально. Бля, ситуация из 5 повторяется. Как пройти, блядь? Поставил свою тележку. Что ты меня бесишь? Взяла, поставила около Что ты меня меня прям. бесишь, Я тогда блядь? больше ничего стирать не буду. У меня уже реально нет сил жить в этой тесноте. Страшно подумать. Не, ну с мамой такой ситуации не было. Вот мама бы нормально поставила. Мама бы поставила так, что я бы прошел. Капец, хата рил маленькая, лучше бы они родителям скинулись на нее, а не на машину. Ну, видишь, у пацана... пацану надо тачку. Вот он как тогда еще сказал, типа,
Ребенка надо только тогда, когда будет там своя хата, заработок и какая-никакая машина. Вот, машина есть, значит, все, можно жить. Ладно, удачного стрима, в чате всех на ремни. Я спать мне завтра на работу. Ебаный 6-1. Неко Арк, спасибо, что пришел. Рад тебя видеть, рад тебя слышать. Спасибо, что был с нами. Приятного тебе отсыпания и удачи на работе. Пока. В маленьком городе реал нужна машина. Это да. Да. Да, в Томске реал нужна машина. Метро-то нету. Это мегапон. Хороших снов. Пока-пока. Что будет, когда родится малышка? Подруги посоветовали действовать. Я нашла Действовать. квартиру и договорилась на просмотр. Сделаю Артему сюрприз. Что-то мне как-то темно, нет? Ща я маленько подкручу себе тут. Вот. Я вам попозже еще похвастаюсь кое-чем. Попозже. Чуть-чуть. Нас встречает простор. Автобусы, блядь, точно я про автобусы. В регионах они редко ходят и часто переполнены, с ребенком очень тяжело. Ну, кстати, да. А у нас в городе автобусы через раз, предприятия нет и битком набиты, нихуя себе. Там даже не автобусы, а половинки от автобусов. Блин, блинский. Хуёво, на самом деле. Я обожаю общественный транспорт. Я не думаю, что когда-то вообще отважусь купить себе машину. Я даже если жестко разбогатею, то я не куплю себе машину. Я, ну, сомневаюсь. Не мое это, короче. И я обожаю общественный транспорт. Готов им пользоваться. Если не общественный транспорт, то такси. Ну, естественно. И мне очень жалко, когда нет автобусов. Вот мы жили в Иннополисе. До Казани можно было доехать на рейсовом автобусе, который ездит раз в час, а его иногда отменяют, потому что не набралось человек. Типа, мы не повезем 3 человек в Казань. Блять, а у меня через час, допустим, фильм. Да, мне вот час до Казани ехать, там, ну, допустим, через 1,5 часа фильм. Я не могу попасть на фильм. Все, вызываю такси 1500 до Казани. Вот. Либо, наоборот, час пик, автобус переполнен, стоячих везти нельзя по закону, автобус уезжает без вас. Вы вызываете такси. Все, блядь, пиздец. И, короче, такое часто было, поэтому за городом жить тяжело. А в маленьком городе, в Пензе, например, раньше еще ходили маршрутки, но их в итоге отменили. Тоже по закону. По закону теперь можно ездить только в автобусах, никаких маршруток нельзя. А новые автобусы не закупили. Ходят только старые автобусы. Старых автобусов не так много. Поэтому ходит, что осталось. А маршрутки все распродали куда-то за рубеж, я не знаю. Поэтому тоже все загнивает, все на такси. Вот. А чем больше такси, тем больше пробок. Заебись. Было бы больше автобусов, не было пробок, все было бы хорошо. Раньше в Челябинске можно было спокойно на автобусы ехать, сейчас хуем по губе. Охуеть, общественный транспорт — это адище. В Москве, бля, в Москве это вообще жопа. Ну вот метро московское еще люблю, а вот автобусы московские, помню, как мы с Юлей были в Москве, и такие типа, блин, вот нам от станции до станции пешком идти 30 минут, да? Там еще жара такая была, я говорю, блин, я не хочу по жаре идти, сейчас напечет в бошку, давай мы доедем на автобусе. Она такая, да, давай. Там еще как раз вот появилось вот это отслеживание автобусов на Яндексе. Я прям такой, о, вот сейчас подойдет, вот на нем отъедем, доедем, все будет супер. Ехать 15 минут. От метро до метро 15 минут. Это был пиздеж. Ну, как бы в метро спускаться неохота, потому что тоже полчаса выйдет, как и пешком. Потому что пока спустишься, пока поднимешься, проще на автобусе доехать. Мы в пробке стояли, блядь, 2 часа нахуй. 2 часа мы простояли в ебаном аду. Без кондиционера. Нам не то, что напекло, я весь промок, блядь, с этими бабками еще. Это был ебаный ужас. Потому что мы еще встали на перекрестке. Нас выпустить нельзя, потому что мы прям на перекрестке. Там, ну вот,
шоссе. Два шоссе вот так пересекаются, перекресток. И стоим. Я думаю, пиздец. Юля чуть ли там не второй раз в Москве. Думаю, охуенно я ее позвал к себе. Вообще супер. 10 из 10. Мне на московском плохо, а региональные пазики блядь, еще знаешь эти... Не то что межгород, а вот от деревни до деревни вот эти вот пазики, в которых вот прям минус 30, он и внутри будет минус 30, вот эти вот. Ух, бля, пиздата. Вот. Ух ты. Простите. Вот я говорю, что в региональных нужна машина, а там ошалеешь в общественном транспорте кататься. В Питере общественный вообще супер. Трамвайчики пушка. Всех зову, приезжайте, будем кататься на трамваях. И на морском такси, если хотите. Давайте, приезжайте летом. Покатаемся. Коридор, обратите внимание. Ого. Тут мы попадаем в большую кухню-гостиную. Они сюда приезжают? Чего, блядь? Очень просторно. Офигеть, ты посмотри, какая квартира. Обратите внимание, 8-й этаж, прекрасный вид. Еще и вид из окна красивый. Пойдемте, я покажу вам спальню. Я съебал его, этого пацана сейчас. Они просто смотрят. А представь, они сейчас въедут. Офигеть, Артем, ты посмотри, сколько шкафов, полок, это столько вещей можно сложить. Сколько стоит? 50 тысяч Понятно. в месяц. Что, вообще что ли? Какая квартира еще у меня? Нет денег. Вот я не понимаю, она сумасшедшая или что? Мне становится страшнее от Вероникиных сюрпризов. Я больше таких сюрпризов вообще не хочу. Это ты что меня позоришь? Где такие деньги? Блин, у него, кстати, вот эта вот фраза «ты что меня позоришь?» как будто бы ему кто-то в семье постоянно говорил. Ну как кто? Там батя в первый год съебался. Мама, скорее всего, ему так постоянно говорил, типа, ты что меня позоришь? Мне кажется, это самая отвратительная фраза, которую можно детям говорить. Мне так жалко, что детям вообще говорят это вот, ты что меня позоришь? Ну не позорься, ёб ты в каку. Тебя как будто вот прям такие, обоссался, смотрите, он обоссался. Вот это да, это позорить. А когда кто-то себя ведет странно, то хули позоришься ты. Я вот это не понимаю. Вы что тут стримите? Вы что меня позорите? Дизастер, привет. А ты что не приходил? Кинул белка, спасибо. Пиздец, они аллигаторы, ебать. Мы будем у нас в квартире жить, все нормально. Места хватит. Нам на ребенка надо. Нам его надо одеть, обуть, поднять. Ну вот именно, нам надо на ребенка, и как бы я же И подумала как бы... про ребенка, что было бы хорошо место много. Какое место? Ты не включай. Меня раздражает упрямство Артема. Неужели он не понимает, что втроем с малышом мы не сможем нормально жить в его малюсенькой студии? Блин, вот из-за того, что у него принт такой снизу, всегда кажется, что он мокрый. Вот то, что у него попа мокрая. Типа сел, знаете, в мокрое, и вот такие два пятна вот на булках. Может, машину продадим? В смысле машину продадим? Может, машину продадим? Нахуй тебе машину продадим? Мне только ее подарили, а ты хочешь ее продать? Нам Мамин подарок не продается. надо как-то расширить условия. А продадим машину, будут деньги. Как я буду вас возить? На горбу своем? Или на четвереньках ползать и носить вас по всему городу? Ну, Артем. Как тебе такая жизнь будет? Мяу-мяу, ну, Артемка, мяу-мяу. Ну, продай машину, ну, купи квартиру, продай машину. А насколько этой машины-то хватит? Ну, продаст он машину, ну, залутает он сейчас, не знаю, ну, 500 тысяч. Вам этого хватит, блядь, на 10 месяцев. Реально. Блять, это пиздец, да? Продать машину за 500 тысяч, залутать хату на 10, даже не год. Я уверен, там еще залог, блядь, плюс риэлтор. В итоге выйдет около 6, и все. Клип сюда. Не надо! Сука, блядь. Ты меня не понимаешь, не слышишь. Давай забудем эту тему раз и навсегда. Какой продавать машину? Это мне родители подарили эту машину. Как я ее сейчас продам? А у них еще ребенок будет. Там, вот она просто Иначе бы мы бы это не смотрели. не понимает нифига. Мы много спорим о деньгах, и Артем решил найти подработку. Вот на работу устроился. Трезвый водитель. А учеба как? Ну, как обычно. То есть ты будешь вечером, ночью кататься, а не выспавшийся, как ты пойдешь? Смотри, Артем, последний курс, они уже поднапрягли. У Артемушки на момент, блядь, у него учеба, судя по всему, очно, потому что он с чуваками прям видится.
было 2 подработки, там промоутер и курьер, что ли, что-то такое. Курьер вроде. Тут еще и трезвый водитель. То есть вы чё? Пацан вообще нагруженный в 20 лет. Я в 20 лет заканчивал универ, я вообще в хуй не свистел. Мне вообще мяу-мяу, продай машину. Блять. Здесь уже осталось совсем немножко. Я понимаю, но мне же надо как-то семью прокармливать. Понятно, что надо, но нужно, чтобы это не мешало учебе. Да не, хвостов не будет, все хорошо будет. Давай, я тебе доверяю, что без всяких. Работая трезвым водителем, я могу заработать... Блин, знаете, вот одно, то, что девка бросила колледж. Как бы, ну, хуй бы с ним на самом деле. Потом есть что закончить. Мне кажется, в универ сложнее восстановиться, чем в колледж. Ну, извините меня, колледж такой, он попроще в этом плане. Мне кажется, там и попроще, если что, кому-нибудь, ну вот. Ну, поняли меня. Вот. Договориться, так сказать. В небольшом городе договориться в колледже, мне кажется, прям... Угу. А чел заканчивает на нефтяника, во-первых. Во-вторых, 20 лет, это значит где-то 3-4 курс уже. Я в 20 лет вот 4 закончил и ушел. И как бы, блядь, дайте человеку доучиться, ёбаный рот. Реально важная вышка. Вот, у него важная вышка. У меня вышка нахуй мне не пригодилась. Он нефтяником будет, мы верим в этого пацана. Он будет нефтяником. Да? А надо было свистеть, небось, сейчас дедом был. Что? Куда свистеть? А, понял. От 4... Так, подожди. 3 до 20 тысяч. Это зависит от... Так, ну-ка. Да не, хвостов не будет. Все хвостов хорошо. не будет. Давай, я тебе доверяю, что без всяких. Работая трезвым водителем, я могу заработать от 4 до 20 тысяч. Это зависит от чая, просто там за часа 4-5. Либо заказать меня. В день? И я могу вот возить их и катать по городу. Погоди. В день 4-20 тысяч? 4-20? 5-10? Чего, блядь? Ну, ладно, там бензин, ну, допустим. То есть это еще больше прайс. Я, конечно, обеспокоена. Во-первых, это ночью ездить, да, это не всегда безопасно. И к тому же... Мы будем делать бабки. Брат, у нас с тобой уже другой бизнес по... Ага. Он еще учится. Конечно, я переживаю. На выходных мы приехали навестить моих родителей. У меня что, волосы выросли? Ну да. Я что, обезьяна? А, на спине? Ой, какая шерстка хорошая, да? Я вам говорила, нельзя кошечек гладить туды-сюды. Бля, у этой приметы одна охуительнее другой. Ешь с ножа, сын будет вором. Кошек гладишь, а волосеешь. Бля, а можно? Можно мне как-нибудь головой кошку погладить, чтобы я опять это... А волосел? Мы будем делать... Ха-ха, фури сюда. Надо слушать. Ты же говорила, что ребенок будет волосатый, а не я. Ребенок еще и замяукает, блядь. Получается, я тоже... Кошек гладит. Родится кошка-девочка. Сюда. Чью кошку погладить, ребята? Скидывайте своих кошек, я всех поглажу. Тоже кошечек гладила, вот теперь ты такая волосатая, бабушку тоже вот не слушала. Ну. Приметы — это мудрость, это из поколения в поколение нам передавалось и всем. Ну, Вероника, да, она хохочет, не верит, а маму-то надо слушать, да. А на самом-то деле это все так. Кот черную дорогу перебежал, пальцы скрестить надо. В темноте ешь, ребенок вор будет. Ну и, короче, там пошло-поехало и так далее. Артем тоже как бы уже тоже подбешен. Я бы так хотел, чтобы это все на самом деле сбывалось. Вы не представляете, это было бы просто охуительно. Просто представляете, сколько будет волосатых людей в мире. Пиздец. И знаете, насильно всех прям вот кидать им кошку в руки, мурчащую, чтобы они такие... Это, блядь, сука, она мурчит. Все наглаживали кошку, все волосеют, и будет вся страна волосатых людей. Без облысений, без седины, без пляша на голове.
кидайте свои киски, всех погладим. Все. Ой, что я нажал? Сюда. А чё, Артём? Компьютер у нас, как обычно. Ты не сильно придираешься к нему? Квартира есть, тачку вам подарили. Ну и чё? Заветный жених. Так я же с ним не из-за денег, не из-за Да квартиры. я понимаю, но он-то может психануть. Он просто... Похоже на предвыборную кампанию. Да. Мы верим в приметы. Приметная агитационная кампания. Голосуйте за Маста. Приметный Маст. разозлится, бросит тебя. Все. Ну я же вам как бы Ну, я рассказываю. просто говорю, то, что ты постоянно акцентируешь на Артеме. Да, понятно, у тебя там, наверное, гормоны там какие-нибудь там шевелятся. Ясно все. А ты Нет. что сидишь, молчишь? Ни в коем случае. Все, давайте, спасибо, посидели. Вот что я сделала? Вторая Я линия. никогда не думала, что я буду ругаться с девочками из-за такого бреда. То, что несет Катя, это просто полнейший- Бредик не несите. После встречи с подругами настроение совсем ухудшилось. А у меня еще сегодня врач. Голосуйте за Маста, чтобы родить кошка-девочку. Да, голосуйте за Маста, чтобы родить кошка-девочку. Предвыборная кампания... Как она там, блядь? Забыл. С беременностью они как будто почернели Ты хочешь кошка-мальчик? Зачем тебе кошка-мальчик, брат? и стали больше. Ну, вы знаете, что беременная женщина, происходит в организме изменения, гормоны меняются. Еще это связано с тем, что, может быть, и состав... Бля, она так диалог начала сейчас. Стали больше. Ну, вы знаете, что беременная женщина, происходит... Я думал, беременная женщина происходит от человека, блядь. В организме изменения, гормоны меняются. Еще это связано с тем, что, может быть, и состав витамин вам не подходит. Давайте мы их отменим, эти витамины. Когда вы родите, все эти проблемы могут пройти. Я сдала анализы и увидела, что у меня повышен уровень тестостерона и от того и волосы. Я уверена, что когда я рожу... Прикинь, а если она родит, а у нее... Был, короче, случай, реальный случай, была такая новостная сводка, короче, что-то женщина рожала, женщина родила, мужик принимал тестостерон, вмазал его в себе в грудь, я не помню зачем, что-то для роста волос, что ли, что-то такое, вот, вмазывал, вот, но когда держал ребенка, то через футболку мазь впитывалась в ребенка, ребенок впитал в себя мазь тестостероновскую, и у девочки увеличился... Ага. Потом перестали принимать, и все обратно, и все схлопнулось. Волосы пройдут. Не, реально, загуглите. Загуглите, мазал ребенка тестостероном, вот. Двигаться. Артём наконец купил мне абонемент на йогу. Придется ему идти со мной, ведь с девчонками я поругалась. Рецепт кошка-мальчика. Получается так, брат. Неправильно. Ты можешь руки вперед, еще больше вперед. Твой таз остается над коленями и вниз опускайся грудная клетка. Выпрями прям руки. Руки вытяни еще Выпрями, дальше. выпрями. И опускайся вниз. Прогибайся. И мяукай. Двумя руками. Вниз. Давай, опускайся. И мяукай. Мне так стыдно вообще. Это женское, это не мужское. У нас кошка также подставляет, ебашь. Оттолкнемся опорной ногой, попробуем правую ногу выпрямить вперед. Все, не могу. Че ты смеешься? Не, это первый и последний раз, когда я пришел на эту йогу. Я лучше пойду помирю их с девчонками и все, нафиг, пусть сами туда ходят. Я готов стоять на коленях перед Катей, чтобы они помирились. Блин, ну пацан прям загнан вот на этом. Не позорь меня, не позорь. Ты что, смеешься надо мной? Я не позорище, не позорь меня. Я не позор. Катя, ужас я не знаю, ночи, что у вас там блядь. случилось, из-за чего вы поругались, но помиритесь, пожалуйста. Вы с Дашей и ты... Для Вероники это все. Ты просто не понимаешь, что за происходит. Я с ней на йогу это хожу, это вообще... Я просто вот раком, боком, переворотом на этих йогах. Я не могу уже. У меня я максимум ногу вот до такого уровня поднимаю, а там вообще...
Подтягивает блейзер, пытается вернуться в 2007. Никто никогда не вернется в 2007. Блин, пацан что-то это... А чё он так при этой девке матерится? Она ему что, нравится? Он прям вообще нервничает так, такой... бля. У него прям синдром Туретта какой-то начался. Просто, понимаешь? Вот так вот стою. Шутки ей рассказывает какие-то, да? Кадрит ее по-любому. То вот так, то так. Ну это вообще... У меня не гимнаст. Она хохочет. Ты смотри, она хохочет, а у нас только 43-я минута из часа просмотрено. Как делает кошка? У меня нет такой растяжки. Кать, пойми, пожалуйста. Ну помиритесь как-нибудь. Ладно, Ты сама давай. понимаешь, гормоны, не гормоны у нее. Я решу что-нибудь. Я напишу, спешусь с ней. Я напишу тебе. Точно? Точно. Точно. Все, спасибо. Пожалуйста. Давай, до встречи. Блять. Ничего не случилось. Я встретилась с девочкой, Он ни в коем случае не позорится. Это его позорят. и мы помирились. Столько лет дружим. Глупо ругаться из-за ерунды. Мне реально без них тяжело. Я даже стала переживать, что останусь без свидетельницы на свадьбе, ведь мы с Артемом решили расписаться. Хотим, чтобы ребенок родился в настоящей семье с общей фамилией. Сегодня мы идем бронировать дату в ЗАГСе. Я, конечно, хочу эту свадьбу, но я понимаю, что это все упирается в бабон. Да и с предложением тоже я хочу. Но как я, с чем встану на колено? С зубочисткой или с проволокой какой-нибудь? Я никогда на самом деле не представляла себе предложение, как мне его сделают, как там на колено встают. Не задумывалась об этом. Все-таки мы любим друг друга, и без предложения и так уже хорошо. Блин, девка вообще такая, типа, я с ним не ради денег, я с ним не ради машины, не ради квартиры. Мне вообще предложение нахуй не надо. Я просто его люблю. Что тормозим? Я, кажется, паспорт забыла. В смысле забыла, Вероника? Блин, мы были на одной свадьбе, там жених забыл паспорт. Реально, мы приехали с другого города на свадьбу к другу. Приехали в ЗАГС, и он такой, бля, вы не поверите, я паспорт забыл. Ну в прямом, я тебе что, специально? Что ты орешь, что на меня? Ты вообще, что ли? Как можешь забыть так? И потом такая, продавай машину с него. Да. Я не ради машины. Продай машину по-братски. Такую важную вещь. Нам нужно поехать за паспортом сейчас. Ты меня реально бесишь, ты постоянно все забываешь. Ты сейчас орать на меня не будешь, мы успеем. Вот я не понимаю, как такой можно быть растёпой. Может, записочку, себе памятку какую-то будет ставить. Если она запомнить не может, то почему она мне не может сказать? Я бы взял этот паспорт. Мы сгоняли домой и прекрасно успели до закрытия Факт. ЗАГСа. Не знаю, чего было так нервничать. Какие даты вы бы хотели рассмотреть? 05:05. Вот буквально 15 По 0,5. минут назад. Блин, ну по 0,5, да, я бы хотел такую дату, типа, давай по 0,5. Прикольно. Забрали. Я тебе говорил со своим паспортом. Давайте рассмотрим другие даты. 05:06 имеется? Да. Давайте. Не-не, 0,5-0,7. Вот так. 0,33 еще можно. Или трушечку. Хотя бы такое? Давайте. Мне нужны ваши паспорта будут. Мы пригласили родителей на роспись, а они начали настаивать на пышной свадьбе. Ну какая свадьба? Мы можем просто в кафе посидеть, расписаться и все. И бюджетно, и... Чё, давайте, может быть, шашлыки, беседка. Вот, кстати, блядь, шашлыки — тема. Реально, если ты не хочешь праздновать в каком-то там, блядь, ресторане, отправляйте на шашлыки с семьей, это будет реально охуенно. Потому что вот так вот дома посидеть, за столом, похавать, ну, блин, ну это не то, это не запомнится. Шашлыки. Еба, отвал пизды, мне кажется. Можно дом снять. А где ты на это все деньги-то возьмешь, а? На шашлыки? Костя, ну как-то надо как, что-то со всеми думать. еще помаленьку Да. поговорим еще. Нас же много. Знаете так, давайте я поищу дом. Ну давай так, а вы считаете количество людей, Ну, а а вы продукты? считаете по продуктам? Не, одно дело там рестик с платьем. Это, ну сколько сейчас? Минимум 200 тысяч. Либо ты снимаешь какую-то беседку у озера. Тем более, я так понимаю, они летом тусят, они вон все в футболку ходят. Меньше 10 тысяч у вас эта беседка выйдет, я уверен. Мы сейчас под Питером снимаем домик в лесу. Там домик типа на 6. Он выходит около 9 тысяч.
вам беседку снять на вечер, потусить. Блять, ну это не 200 тысяч, это вот прям вот столечко от 200 тысяч. Насрать. У нас на свадьбу был и рестик, и беседка. Рич. У нас на свадьбу вышло что-то около 120 тысяч, включая платье. Вот. Мы вообще бюджетненько отпраздновали 2 дня. Первый, второй день. Первый в рестике, второй на пруду. Ну да. Что, как? Я тогда куплю тебе платье. Ну, платье-то нас Артем не поедет, Ну, это смотри. да, мы Да, должны я- ехать Ну, смотреть. Мы поедем Жених не вместе. должен увидеть Да. платье. На шашлыки? Я не понял, блядь. В рестик она не хочет, потому что дорого. На шашлыки не хочет, то что дорого. Платье... Я поеду покупать платье, да, сюда. Мы вместе Всё, без него. Без Ну, него. он нам не нужен. Да. Да, да. Жених да. не должен видеть невесту. Молодежь ничего не знает, ничего не понимает, что у нас семья большая сильно, и свадьбу делать. Хорошо, вот у меня старшие дети, все такие активные, дружные. Мне очень приятно, как родственники Вероники прям вот, пытаются как-то нам помочь со свадьбой. Блин, кстати, мне кажется, пацану в этом плане приятно попасть в такую семью, потому что он один, воспитан одной матерью, батя ушел, больше ни брата, ни сестры, вообще никого нет. У них батя, мама, 2 старшие сестры, которые уже с детьми, с мужьями. Это, считай, реально классная семья, хотя бы даже из 3 сестер, уже не беря в расчет о том, что у каждой есть муж и дети. Это реально классно. Да? Пацану можно позавидовать, что он приходит вот в такую большую семью. Сегодня Артем не ночевал дома. На работе он попал в аварию. С ним все в порядке, но я всю ночь переживала и почти не спала. Я ехал, а спереди машина стоит, а потом она начинает медленно, вот как, ехать начинает. Ну, я тоже поехал и влево смотрю, чтобы не было машин. И тут все попал. Вероник, тут авария, дело. блядь. Короче, на рабочей машине не было страховки. Придется мне отдавать деньги. А сколько денег-то? 100 тысяч. Блин. Я что-нибудь решу. Ты не расстраивайся. 100 тысяч? А как так-то, блядь? А сейчас же на каждую машину оформлять страховка, нет? Обязательная страховка. Нихуя мерз прижался. Я вот не понимаю, у каждой машины сейчас по закону же должна быть страховка. Если страховки нет, то, это чуть ли там не подсудное дело, ты должен штраф платить, типа, нестические. А у меня страховки не было, я 100 тысяч теперь должен. Ебать, нихуя себе. Нормально, влетел. Кстати, вообще нервничать нельзя. Я рад, что Вероника меня в этом поддержала и не ругается. Ну, мне кажется, Веронике вообще до пизды. Вот, она такая, типа, ой, он там зарабатывает, он на подработке устроился, 100 тысяч, изи-пизи, пускай. Да он наебает, может быть, может. На додеп не хватает, точно. На скинчик в дотке, да? Мама, В у меня КС есть такая какой-нибудь. новость не совсем хорошая. Я на рабочей машине врезался Додепнул. в другую машину. Попал на 100 тысяч. Дали срок неделю. Кто виноват был? Мы начали перестраиваться и недопоняли друг друга. И все, я по тормозам у меня, и я виноват оказался. Ну, меня так Дали неделю. Кто, блядь? Кто? Кто дает неделю? ДПС? выставили виноват. Такие, вам срок неделю, иначе тюрьма. Сейчас не знаю, что делать. Вариант у меня только один есть. Это Бригада. продавать машину. Ну, продавай, самое главное, что ты живой, все нормально, что. Вообще, я изначально тебе говорила, что мне это не нравится работа. Вероника в курсе, что произошло? Да, в курсе. Что она говорит вообще? Но она волновалась немножко. Ну, да. Не вызывал ДПС, получается, между собой решили, а схуяли? Сейчас же вроде ДПС не обязательно, да? И он такой, без ДПС 100 тысяч? Да базар вокзал. Сейчас найдем 100 тысяч. Че, изи вообще. Сейчас жене позвоню, жена разрешит. Да, жена разрешила, все. 100 тысяч ваши. Машину продам, нахуй. Единственный мой заработок — это машина. Ой, ну, ладно, главное, чтобы не волновалась. Что она, происходит, я потому не что понимаю. всё на ребенка потом передается.
Анкноу, думаю, точнее скажет, но что-то вроде было такое, что между собой можно. Не, ну, допустим, можно, но мне кажется, это какая-то вот дело пахнет вообще вареной залупой. Это 100 тысяч, это очень дорого. Насколько там надо было влететь? Машина тронулась, он тоже тронулся, машина, получается, остановилась. Ну что там, на скорости 50 километров он в ней влетел, 100 километров. Да, можно и устно договориться, и европротокол оформить без депсов. На 100 тысяч. Атас, ребят. Вроде все нормально. Живы, здоровы, это все заработается. Ну ладно, спасибо, что поддержала меня. Мне очень жаль, что мне придется продавать мою машину, но долг есть долг, и мама поняла это все. А я говорила, надо было раньше продавать машину. Если бы Артем меня послушал, ничего бы этого не случилось. Теперь ему пришлось сильно занизить цену из-за срочности. После выплаты ущерба по ДТП у нас останется на покупку кроватки и коляски. Но о новой квартире можно забыть. Я очень злюсь на... Ну вот как я говорил, да, типа около 500 стоит. И это им хватит примерно на 10 месяцев аренды жилья. Артема, то, что он тогда меня не послушал. А теперь мы просто отдадим долг и останемся без машины и без денег. Ведь деньги очень быстро потратятся на какую-нибудь ерунду. Ты до этого хотела, блядь, машину продавать. Деньги быстро потратятся на ерунду. Да ну нихуя себе, блядь. С твоими-то ебаными тратами давай музыкальный туалет купим. Давай, блядь, давай. То, блядь, продавай. То я на хуйню потрачу, то, а я говорила, продай, то, блядь, давай ебануться, блядь. Не, ну в 16 лет, конечно... Ой. А так, пожили бы месяцев 6 и на старую хату возвращаться. Кайф, да. Зато с музыкальным туалетом. «12 недель». У нас прям это, отсчет жесткий идет. С продажи машины Артем погасил долг. Но из-за этих проблем на оставшиеся деньги я еду покупать платье всего за день до свадьбы. Когда диплом будешь защищать, мы тебе такой купим. А чё? Почему вот срок так пододвинулся? Нельзя было заранее? Я представляю, это ад, однушка, ребенок, везде грязный и поющий туалет. Обосранный еще, блядь. Представляешь, как эта музыка будет жестко ассоциироваться ни с чем хорошим, да? Вот тебя воняет, и еще и музыка играет. И вот постоянно вонь и музыка, музыка, вонь, вонь, музыка. Вот, ну, типа, как собака Павлова, типа, если звоночек, надо идти есть. Если воняет, сейчас музыка заиграет, или наоборот, да? Если ты его... Как вот стиралка достирала, она такая... И тут то же самое. Ребенок обосрался. А дети же еще любят поющие. Да, обожают. Как говорится, чем дольше поешь, тем дольше ребенок срет. Давай сначала платье выберем, а потом фату к нему подберем. Давай а не сначала фату, а потом платье. Это что за осенний листопад? Да это блески, это сейчас. Отражает. Что за листопад? Вы прям шарите в моде, я смотрю. А у сестер можно было взять, погонять какое-нибудь свадебное платье? Не, я, конечно, понимаю, что у каждой девочки должно быть свое свадебное платье. Это, знаете, ну как... Блин, я не буду так сравнивать. Ну, короче, личное платье должно быть у каждой. Нельзя за сестрой, наверное, донашивать такое, да? Но это, ну, не примета, просто как-то твой праздник, хочется свое платье. Так ведь? Мне кажется, так. Просто, мне кажется, у мужиков такого нет. Типа, если бы вот мне батя отдал бы свой свадебный костюм, я бы в нем с радостью женился, если бы он хорошо сохранился и налез бы на меня. Вот. Прям вообще без базара для меня это было бы даже немножко в почете. А у женщин, наверное, так не работает. Но это вы меня поправьте, если что. Может и работает, может кто-то донашивал. Кольца ж донашивают. Ну нет. Проблема. Да блин, я даже не знаю. Что ты не знаешь? Оно не подходит. Тут пусто.
О, вот это уже намного лучше. Здесь Ну поставки немножко все. А тут тебе хорошо? Ну Ну, да, тут же видать. ну да, нормально. Ну тут же видать, да, все хорошо. Ну, это все равно что-то не то. Вот пайетки, вот эти какие-то. Как, кстати, хорошо живот скрывает. Ей почти скоро рожать, а ей прям так нормально сделали. Бисеринки. Мне такое не особо. Ну, оно красивое, но это не то. Настал день нашей свадьбы. Роспись прошла они? торжественно. Я не узнал как я её. мечтала. В окружении родных и в самом красивом платье. Прошу отметить ваш Красивый, красивый пацана. Он даже подстригли, височки ему выбрили, оставили этот верх. Прошу ответить вас, невеста. Да. Ваш брак зарегистрирован. Все нарядные. Мужем и женой. Ой, она плачет. Можете поздравить друг друга. Первым супружеским поцелуем. Молодец, зарегистрирован. Самый момент трогательный. Тут и слезы, и все, замерли все. Доча как куколка, Артемка тоже. Просто так не описать это, надо увидеть это все. Даже не верится, что эта малышка уже вышла в замуж. Стоит вся такая красивая, в таком Вышла в замуж. нарядном. В замуж. В замуж. Ты вышла в замуж. Красивом платье. На свадьбе я В очень замуж. растрогалась. В В замуж. ЗАГСе расплакалась. Я всю свадьбу, можно сказать, плакала. Ну, это очень трогательно, да. Мой мальчик, ну, все. Я на свадьбе себя чувствовал прям вообще отлично. Вероника была там Замуж просто туда, красоткой в этом сюда. платье. И я там альфа-мачо в этом костюме. Прям вообще Альфа-мачо. четко было. Родители, Мегамен как прям. и обещали, арендовали дом, наняли домоду. Эшкере! Гости активно принимали участие во всех веселых конкурсах, дарили нам классные подарки и деньги. Я даже не ожидала, что праздник будет таким суперским. Тоже свечу жёг, не знаю, что это такое. Сегодня у меня 3-й скрининг. Осталось совсем немного до рождения малышки. К сожалению, я иду к врачу одна. Артем на учебе, Надя работает, а мама помогает Вике с дочками. Малыш уже большой. Смотри, какой он красивый. Призевает. Открыла ротик, закрыла. Уже он какие щечки. Ручки толкает в ротик. Уже развиваются сосательные рефлексы у них. Скажите мне, я сама буду рожать или кесарево? Пока показаний для кесарева нет. Все в порядке. К 3-му скринингу я себя чувствовала вполне прекрасно, меня ничего не беспокоило. Кстати, я перестала пить витамины, и волос на моей спинке стало заметно меньше. У меня... Что там за витамины были, интересно? Ну, вообще, врачи вот эти вот меня, как вот они говорили, я хрен знает, конечно, это на камеру было сказано или нет, вот этот, ну, мы видим, вам витамины не подходят, давайте сменим. А результаты можно? Результаты анализов вы смотрели? Просто они такие, типа, мы вам поменяем витамины. Блять, на каком основании? Какие витамины вы поменяете? Блять, Б, С. Что вы поменяете, блять, скажите? Вам не подошло. Что не подошло, ёпта? Расскажите подробнее. Интересно, блядь, пиздец. уже большой живот. Думаю, это отличный момент для фотосессии. А то это, знаете, как с антидепрессантами. Одно дело, витамины прописывают и смотрят, как они усваиваются в вашем организме, делают там кучу анализов, тесты проводят, сверяют там до, после, вот это такие, блин, ну да, тут надо поменять, потому что вот это не усвоилось, это вот перебор стало, это вот это в таком проценте, это в таком. А психотерапевты такие, ну, мы прописали тебе один препарат, и мы видим, у тебя кукуха нахуй отлетает, давай мы с него слезем, пропишем другой. И так вот по порядку каждый попробуем, блядь. Никаких тестов, кроме, ну, типа, мы на тебя смотрим, ну да, ты вот как был ебанут, так и остался. И вот. И тут как будто то же самое, такие, блин, ну, у тебя что-то организм, что-то волосы на спине, интересно. Так, мы тебе прописали тестостерон внутривенно. Ага, давайте витамин С попьем вместо тестостерона, и все будет хорошо. Я забронировала студию И глицин пососем перед сном. нового формата. Там нет Методом фотографа, тыка. техник. Я хотел осудить. Методом тыка. Без этих.
будем управлять сами с пульта. Я переоденусь там, а ты вот это вот оденешь. Я все погладила, уже приготовила. Пацан Слышишь? всегда хавает. Вот мне что нравится, когда людей снимают, они такие, типа, блин, ну как-то кушать на камеру сейчас, ну, неприлично, ну, такое, смущает. Миллион людей потом увидят, как я хаваю. Эту, бля, в обе щеки вот так набивает себе прям нормально. Сосать туда. Месяцев нету, и черное все. Потому что это такая фотосессия. Я тоже в черном. Я пошла в ванну. Почему я должен слушать именно ее постоянно? Просто беременный бред. Какая разница, в чем оденусь? Ты что? ББ, беременный бред. Какая любимая футболка? Ты мне объясни. Разнообразие. А я тебе что дала? Какое разнообразие? Мы должны быть в одинаковом. А я люблю зеленый цвет. Ты мне что, фотосессию портишь? Это весь выпуск в одной футболке с этими пальмами на жопе. Бля, обожаю чувака. Ничего тебе не порчу, сама себе портишь. Поехали. Почему она всегда должна решать? Я ж не решаю, что ей одеть. Какие трусы, какие носки, какие лифчики. Его ужасная зеленая футболка Ну, мужик. сочетается только с огородом. Кью-кью, здорово. Айкава, приветики. Ты как? А не для вот этой фотосессии. Разбираться дома нет У нас уже времени. финалочка Я идет. взяла его Я мужик. футболку с собой. И всю дорогу уговаривала Артема. Но он будто мне назло отказывается. Ну заправь ты ее. Да даже ты даже. Блин, они, знаешь, как будто вот у них есть вот этот проигрыш туру-ту-ту-туру-туру-трун, когда беременность 16 начинается. И они как будто написали что-то такое, типа, а давай что-то вот такое, типа, чтобы и рэпчик у нас был. И вставляют это целый выпуск, вот это ту-ту-ту. Вот, сейчас включу. Дома нет времени. Я взяла его футболку с собой. И всю дорогу уговаривала Артема. Но он будто мне назло отказывается. Это, мне кажется, только в 4 сезоне появилось, раньше такого не было. Позорит его до ужас. Что-то мне кажется, я вас покину скоро на пару часов. Я тут очень сильно насилую болванку. Что, блядь? Стираю, перезаписываю данные. Ты с дисками сейчас работаешь? Ты работаешь с дисками? Думаю, она умрет. Ты где диски нашел, брат? А тебе зачем диски? Ты зачем насилуешь болванки? Она как будто бы рэп каждый раз читает. Да, сейчас пересмотрим. И всю дорогу уговаривала Артема. Но он будто мне назло отказывается. Ну заправь. Знаешь, в стиле Кровосток, когда вот идет просто такой монотонный стих. И всю дорогу уговаривала Артема. Но он будто мне назло отказывается. Ну Диск DVD. Блин, брат, а тебе зачем DVD? Ты хочешь на DVD-шнике что-то посмотреть? С телека? Я 100 лет диски не трогал. Не, ну лет 10 точно. У меня вот дед орудует дисками, потому что у него под телеком стоит DVD-шник. Ему когда-то лет 15 назад подарил кто-то такой, типа, да вот там, ну, тебе надо, бери. И он, короче, с компа записывает постоянно диски. Ну, типа, фильмы записывает на диски и потом смотрит у телека. Причем ему подарили уже ТВ-приставку, ну, чтобы можно было, блядь, даже в интернете вот так найти или на флешку записать и вставить. А он по привычке все записывает на DVD, потому, ну, так привык в течение 15 лет вот это все записывать. У меня, если там 400 гигов дисков будет, чё, я хочу поиграть в одну игру? А ты на чем играешь, дружище? Или ты куда-то в плойках вставляешь? Или в Xbox? Блин, интересно очень. Рок-менеджер. Ты рок-менеджер? А можно мне рок-группу создать? заправь ты ее. Да ты даже если ее заправишь, тебе все равно вот эти верхушки торчат. Блин, он реально пошел в этой футболке. Она в платье. Но знаете, что у них парные? Носки. Блин, за носки лайк. Они реально будут фотосессию в носках делать. И она платье без колгот. Просто голые ноги и носки. На компе. Игра 2001 года. Прикол. А что в носках? Есть только ISO-файл. Так, это ISO просто... У тебя какая винда? Если 11, просто дважды на ISO нажми, она откроется как диск, и все. Чё? Артем, я тебе сейчас порву эту футболку, ты мне уже надоел. Че тебе надо-то от меня? Ты чё прицепилась? Иди, Больная, что ли? переодевай футболку. Да не буду я... Артем, Бля, Артем рофлит, я не могу.
Артем в этой футболке. Она в платье. И в носках. Иди отсюда! Ты меня бесишь! Хочу. Че ты прицепилась ко мне? Что тебе надо от меня? Сейчас я поменяю эту футболку. Все, больная. Да, я люблю эту футболку. Да мало ли, что ты любишь. Вот и похоронят его в ней. У меня в голове были другие планы. Да у тебя всегда Я другие беременна. планы. Я хочу красиво, чтобы потом ребенок смотрел и видел то, что у него Игра в ёбисто требует наличия в дисководе диска. А я... Так, в чем проблема? Передала показания счетчиков. Спасибо тебе большое, спасибо. Ну, раз лезть в древнее зло к дискам. Блин, ну если тебе по кайфу, то чё бы и нет. Но в принципе, просто сейчас, да, винда позволяет эмулировать ISO, как будто диск вставлен. Поэтому просто по ISO кликаешь дважды и все. Либо, знаешь, какой-нибудь патч на плейграунде поискать, какой-нибудь этот No DVD, как раньше было. Попозже вам, может, что-нибудь расскажу про это. родители не какие-то. Несмотря на упертость Тёмы, удалось сделать классные снимки на память Ну, и для нормально, соцсетей. кстати. Да? Красиво. Хорошие снимки. Через 3 дня. Ну-ка. Сегодня Артём пригласил меня на прогулку, исполняет мои желания и окружает заботой. Видимо, заглаживает вину за скандал на фотосессии. Скандал на фотосессии. Прям скандал на фотосессии. Да, ну, просто не хотел футболку переодевать и в итоге переодел. Ты не смогла всосать? Нормально. Да я тут подумала, я бы хотела походить на курсы для молодых родителей. То есть, чтобы мы с тобой вдвоем походили. Там расскажут мне про роды, как правильно дышать, что делать. А тебе бы рассказали, ну, наверное, что-то про малыша. То есть я как бы не знаю, думаю так. Блин, девка вот реально, деньги тратить, пожалуйста. Хочу на курсы, хочу на йогу, вот 1000 за занятия. Хочу туда, хочу сюда. Блять, у вас, во-первых, есть Google, YouTube, мать и 2 сестры, которые рожали. Спроси, ёпта. Неужели никто не подскажет, никто не поделится этим? Надо идти на курсы, блядь. Я не знаю. Скандал. А Артем похуй-похуй, а она, ну, одень футболку, да-да-да. Ну, реал, одна футболка. Да там есть патч на OCD, но как будто мне проще уж. Ну, если тебе так проще. Знаешь, иногда даже в кайф к чему-то такому старенькому притронуться. Как, ща. Я, наверное... Да не, я вас заебал этим показывать уже. На диск вместо Тимона и Пумбы закинуть. Ух. Короче, у меня тоже иногда бывает, знаете, такая ностальгия по старому. Типа взять какую-нибудь кассету, послушать на магнитофоне. Что-нибудь такое прям вот в кайф. Нравится. Не осуждаем диски, если что. Диски — это в кайф. Правда это хочешь, чтобы я тоже там был? Ну да. А ты что, народу со мной разве не собираешься, что ли? Я не знаю, я подумаю. Давай, может, все-таки пойдем со мной на курсы? Давай, Ну давай сходим. Да что за жесть, почему это сейчас со мной все происходит? Пять недель. Я записала нас на ближайшую дату на занятия для молодых родителей. Куда, Мне в ужасно подвал? интересно слушать о том, как переносить схватки, как дышать, как двигаться. Нам даже показали процесс настоящих родов. Я просто в шоке от этих курсов и... Вам, блядь, 5 лет? Вы без интернета же... Что? Нам показали видео настоящих родов. У нас же сейчас все заблокировано, блядь. Нигде не найти видео настоящих родов. Мы не знали, как дети появляются на свет. Ну, это... Нам даже показали видео настоящих... Я не знаю, ребят. Что с поколением? Я на днях однокласснику чинил PSP. О, сюда занятия для молодых родителей. И прям полностью у меня отбивает желание туда пойти, на парные роды. Я что увидел, это прям вообще жесть. Но я... Блин, кстати, когда говорят про парные роды, я всегда думаю, что это 2 девушки рожают одновременно на скорость. Вот. А когда вот, ну, действительно, что такое парные роды, ну, никогда в голове не укладывается, что это мужчина с женщиной.
Ну, типа, совместные роды, типа, мы вместе, вот. Окей. Парные, ну, это когда пара человек рожает. По-моему, так. Ну, если там камера напрямую прям туда была направлена. Ставлю пачку кириешек, что тот, кто проводит занятия, либо не рожала, либо... Не создан для этого. Артём стоит Либо на не создан для четвереньке, этого. И Вероника рядом. Как можно ближе к Артему, как можно ближе. И ложиться на него. Вот ручки прям расслабить, Вероника. Повесить, расслабить, в родах расслаблены. А Артему придется покачаться. Вперед-назад. Только не сильно, Артём. И мяукай. Вот лучше Артём, сейчас попробовать, мяукай. да, Артем, чем в родах начинать. Вот сейчас. Не знаю, не знаю. Ну, вот будет о чем подумать, да, Артем? Все-таки есть о чем подумать. Покачайтесь. Вперед-назад. Вероника, вам понравилось? Ну, расслабление есть или нет? Артем Попахивает шарлатанством, если честно. напрягся, да, я так понимаю, чуть-чуть? Не, нормально. Ну вот стоит поотрабатывать эти позиции, чтобы понять, что женщине нужно расслабиться с вашей помощью физически. Меня напрягает, что после курсов у Артема испортилось настроение. Артём, есть о чем подумать? Лучше бы я в доту играл. Походу, он не Да уж. пойдет со мной на роды. Да, короче, ходили на курс молодых родителей, рассказывали все про роды. Это прям вообще жесть. Испугался, что ли? Ну, немножко. Хочу сказать, ничего себе, у него виски обратно отросли, да? Только что свадьба была. Цуруги, приветики. А мы тут роды смотрим. Приветики. Всю реальность увидел. Ну, все, что там происходит. Всю реальность. Не гори. Тайну мироздания. Блин, я сейчас пересматривал этого Стального алхимика, и они, когда пытались воскресить мать, для них там открылись врата, и через врата главный герой увидел суть мироздания. И мне кажется, Артём также посмотрел видео с родов и такой: ебать, я теперь могу колдовать без алхимического круга. Диск защищен от записи. Блин. Жалко. Сочувствую. Учись там особо, подумай. Тебе ж не прям сегодня-завтра. Надо на роды моды с блюром скачать. Точно. Я нервничаю, что Артем не хочет идти на роды. Поэтому весь вечер и всю ночь мне было плохо. Неприятно тянуло живот. Утром на всякий случай я пошла к врачу на осмотр и УЗИ. Так как есть. Я говорю, музыку новую написали. Раньше не было такого. Структурные изменения в шейке было выявлено и при ультразвуковом исследовании, при вашем обследовании. Необходимо установить акушерский писарий разгружающий. Какой писарий? Обследовании необходимо установить акушерский писарий разгружающий для того, чтобы профилактировать. Куда писарий устанавливают? Зачем? Преждевременные роды. А это больно? Больше сама процедура неприятные ощущения доставляет. А так, дискомфортных никаких ощущений не должно быть. Значит, смотри, это и есть акушерский писарий разгружающий. По-другому его называют кольцом. Ты можешь потрогать его, оно мягкое. Можно черные очки широкие с внутренней стороны приклеить что-нибудь. Бля. По телеку сегодня показывали, что, мол, роды всего 6 боли, но почти наравне с огнестрельным ранением, а головная боль какая-то 12, что ли, бывает, это же сдохнуть можно. Ну, смотря тоже, куда ранение. Если в палец, то, ну, как бы, наверное, не больно, а куда-нибудь в жопу, может быть, и все. Там всем нет 18. Кому? Ребенку ты имеешь в виду? Пацану 20. Оно не создаст неприятных ощущений при установке. Я тебя оставлю здесь, переодевайся, я подойду. Причины для Там всем участницам шоу рожать. Ну это да. того, чтобы... Я думал, ты имеешь в виду ребенок, который сегодня на свет появится. Ребенка вообще голым показывают, да? Ребенка показывают голым. Ребенку нет и года. Его голым показывают по телеку. В пальце больше нервных окончаний, чем в жопе, так что больнее. Может быть. Не, ну знаешь, количество нервных окончаний не означает силу боли. И родится Лоля, которая больше 500 лет по лору.
Есть такое, да, бывает. поставить акушерский разгружающий писарь по другому Переродилась. кольцу очень много. Одна из которых чаще это несостоятельность самой шейки, которая способствует ее уменьшению. Это куда? Одна из Это куда? которых чаще это несостоятельность самой шейки. Это куда вообще? Который способствует ее уменьшению. Просто можно себя протыкать, не задевая нервы, и это практически безболезненно. Некоторые себя даже на крюки вешают. Это можно, да. За попу. С чем связано у нашей пациентки? Скорее всего, одной из причин является незрелость самого организма. То есть беременность в 16 довольно-таки ранний процесс. И мы не советуем. Который, в свою очередь, и вызвал такие осложнения. Я откладывала пособие. У меня накопилась уже неплохая сумма. И сегодня мы с сестрами идем закупаться в детский магазин. Лучше бы я пошла одна. Не, кстати, вот эти первые сестры, пиздец, как похожи на Ольгу Бузову, а она нет. Да? Вот две сестры — это Ольга Бузова. Просто произошел митоз. Произошло две Ольги Бузовых. Идем закупаться в А детский третья магазин. почему? Почему не похожа? Лучше бы я Да, реально не похожи. пошла одна, потому что они бессили своими советами. Дома Надя и Вика заставили меня Блять. собирать сумку в роддом. Не помощь, а Ого. вынос мозга. Говоря о лолях, сегодня узнал об одной классной старой игре. И обновили в стиме всплывало. Мы в лолей не играем. Не-не-не. Может быть, косметика? Не, мне кажется, тут гены Ольги Бузовой. А третьи не передались. Малышу надо подгузники. Подгузники, наверное, я не помню. Фейк загар, губы, дрочка волос, накачка губ. Может быть. Сейчас посмотрю. Подгузника, значит, подгузники, нет. да, нету, я не брала Дрочка волос. салфетки, важно, так взяла. Так, у меня в Упаковки. списке сорочка. Носки есть? Сорочка, носки-то. Не, ну даже представляешь, две сестры сделали себе одинаковый мейкап, одинаковый там загар и вот это все прочее. А третья сестра такая, нет. Есть, сорочку я еще только заказала. Вот вещи. Нет, ну их надо постирать, погладить. Я не помню, как это называется. Гены Ольги Бузовой, я клянусь. Это гены Ольги Бузовой. Сушилку, мне некуда будет пройти. Куда я ее поставлю? Ну, высушится, уберешь. Так это долго сушится. Ну, тогда я заберу себе дома, поглажу, отпарю. Ну, давайте так. Постираю. Ну, постирай. Я уже дважды через это прошла, точнее трижды. Веронику Вот я тут не тоже похоже, да? нянчила. Считаю, что можно было бы и Тут не прислушаться ко похоже. мне. 3 недели. Сегодня у Вероники срок Мы почти доношенной дошли до беременности этого. 37 3 часа мы недель, смотрим поэтому это. Мы убираем 3 кольцо, часа. понаблюдаем за ней в течение нескольких часов, в течение нескольких суток. Если все нормально, все в порядке, пациент у Трижды. нас идет под амбулаторное наблюдение. Ночь я провела в больнице. Я как этот, паспорту в... Поняли, да? Утром у меня тянуло живот, появились некомфортные В Форт Боярде. ощущения. Форт Боярд, точно. Врачи осмотрели, сделали УЗИ, проверили состояние ребенка и сказали, что скоро начнется родовая деятельность. Поэтому приняли решение домой меня уже не отпускать. Но у меня даже сумки с вещами с собой нет. Надо посмотреть. Я быстро объяснила Артему, какие надо привезти вещи и забрать сорочку с пункта выдачи заказов. Но это не проблема. Больше всего меня беспокоит один вопрос. Может, со мной рожать все-таки пойдешь? Там врач, вот я спросила, сказала, надо фотографию. Не, кстати, я выступаю за совместные роды. Я не могу назвать это парными родами. Парные роды — это когда женщины друг напротив друга рожают на скорость. Это совместные роды. И это, мне кажется, сильно сближает людей. Ты не должен, конечно, находиться прям напротив и ловить ребенка. Рядом, взял за ручку, вот так вот, сказал: бля, дорогая моя, любимая, сучка, блядь, будь со мной ласковой. Вот это вот все.
Вот. И женщина почувствует крепкое мужское плечо, увидит в тебе альфу, скажет, бля, вот с этим мужчиной, я же от него, сука, рожаю, блядь. Вы как схватитесь, она как руку тебя сломает своей стальной хваткой женской во время беременности. Я ловить буду и пуповину съем. Не, есть нельзя, брат. Надкусить, прокусить можно. Шучу, конечно, нельзя. Нельзя. Ловить, блядь. Ай. Поняли? Совместные роды, мне кажется, это реально классно. Когда рядом. Напротив, бля, не знаю, ребят, не знаю. Там, ну, каждому свое. Каждому свое. У меня дружище есть, Антон Евсеев, друг мой с детства. Чуть ли не там не с 3, не с 4 лет дружим. Не так давно у него там сын родился, и у него были совместные роды. Ему прям большой респект. Это мужской поступок, я считаю. Вот. Антоха, мужчинский, родил сына в совместных родах. Жена тоже родила сына. Так, что там? Надо посмотреть. Открываем клетку. Мне качели нравятся. 2 декабря будем смотреть. Че, серьезно? Ха-ха, погнали. Я ловить буду и пуповину съем. Так, Квидич. Я сначала подумал, что типа тебе качели нравятся, и 2 декабря у нас будут секс-качели. Но нет. Паспорт и вещи с собой. Пожалуйста. Ну, я правда боюсь одна туда идти. Как я пойду одна? Мне же нужна какая-то поддержка, помощь от тебя. Мне будет одной, правда, страшно. Ну ладно, сейчас я тогда съездишь за вещами, потом в больницу. Какие планы на 30-летие богатые? Ну, можно и так, или нет? Все, давай. Не, Юля сказала нет. Я рада, что Артем нашел в себе силы быть со мной во время родов. Мне пока выдали больничную рубашку. Спустя пару часов Артем вернулся с вещами. Заказы я просила забрать. Ну я торопился сюда, забыл взять их. Для меня было важно. Там была ночнушка, я собиралась в ней рожать, нас люди снимают. Я в чем? Нас миллионы людей смотрят. Не, реально, кстати. Реально. Но тут ошибка. Если бы она ему объяснила, почему надо забрать заказ, он бы это запомнил и взял заказ. А она такая, типа, забери заказ. Он такой, блядь, что там надо? Если там, блядь, какая-нибудь хуйня, типа попсокет на телефон, ну потом, блядь, потом родишь, принесу тебе попсокет. А это ночнушка для качественных съемок, да? Так, а нейтризм это типа бродилка с... Так, если вы тут рекламируете лолей, то не надо. Кастомизация, много одежды, оружия, кайфанул от игры. Сегодня очень давно очень хотел подобно играть и прям подвернулась. Я сейчас себе в своем браузере посмотрю, что такое. В Steam есть. Ой, а я что-то видел такое. Это не про лолей, это... да, это прикольная игрушечка. Типа платформер такой, приключенческий экшончик. Прикольно, прикольно. Что-то даже прямо это про стрельбу. Глянь в Steam, она очень милая. Спасибочки. Добавился в списочек. Буду в этой вот какой-то цветочек непонятный. Тебя уже снимают в цветочек. Для тебя нормально. А я специально себе заказала ночнушку, оплатила ее. Может, мне кто-нибудь свои объяснит, карты. как можно так накосячить? Я просто вообще в шоке от этой Вероники. Я вообще даже забыл, что она снимает, а она вот Да, сидит блядь, и помнит, съедь. что нас снимают и как она... Она же еще не рожает. Ну езжай, блядь, за ночнушкой. Она выглядит. Женщина-актриса. Женщина по телеку снимает. Ты чё, ну? Костюмер. Времени отправлять Артема за рубашкой уже нет. Схватки усиливаются. Меня нет. стали готовить Ну нет, к так родам. нет. Нет, не паникуй. Все идет хорошо. Схватки были очень странные, то есть это боль внизу живота, это странная боль везде, то есть и в ногах, она отдавала повсюду, было ощущение, что просто болит все тело, там было непонятно, где что болит. Вероника, когда у тебя начинается схватка, смотри на меня, пожалуйста, Вероника. Открой глазки, посмотри. Вероника,
Нет, пошла быстро нахуй. прошло, надо нас слушать, мы с тобой были в контакте. Все, молодец. К счастью, все происходило довольно быстро. Буквально через пару часов малышка начала выходить. Мне не ставили эпидуральную Так, это, я еще мотать и буду. даже не предлагали, и мне это не пригодится. Нам не показывайте, ёбаный рот. А как? Ты стараешься вся работать, а тебе нужно, чтобы у тебя только пресс работал и ручки. Вот, умничка. Мне фигово реально стало от того, что она там тужилась. И Я вам как будто частично эта не вся показываю. энергия ее ко мне передавалась, вот эта вот вся боль. Я вышел, подышал, я потом зашел и рядом с ней стоял. Артем нам помогает, расслабь, расслабь. Положи. Молодец, умничка. Хорошо. А? А зачем так Я показывать? когда там на этих родах был, я себя немножко как будто хирургом каким-то почувствовал. Когда вот это вот все делал, помогал, все пододвигал. Ну, ты должен вот просто помогать и тоже говорить там, тушься, не так порезать и все. Что было бы, я не знаю. Скоро ко мне пустили еще посетителей. В первую очередь, конечно, пришла мама. На вас она похожа. Ну, у Вероники на губы. Напугали меня, я не могу. Твои. Посмотри. Ну, конечно, да, такие моменты пережить, это просто... Быстро, пару часов. Не, ну, кстати, заблюрь. Мне сейчас надо было для этого фильтр накинуть, чтобы все это было доступно, привязать клавиши, так что нет. Малые девочки не готовы рожать, сами еще дети, по телеку оголенку не покажут. Показывают иногда, показывают. Не знаю, дрожь по коже идет. Потому что у нас сейчас идет популяризация этого всего, Так поэтому быстро вот эти я не схватки удивлюсь. прошли, так быстро вот эти роды, такую девочку родить. Ну, совершилось все благополучно, благодаря всему святому. Чувствую, что это моя вторая Его, походу, жестко перевязали. кровиночка, прям вот мое это. Смотрю на нее, и вот копия меня. Мое это. А чё синий? Смотрю на нее, и вот копия меня. А не надо было во время беременности пить пепси-колу. Не надо было. Перетянули, вообще жестко, мне кажется. В смысле, популяризацию у нас даже сигареты с алкашкой блюрят. Потому что сигареты с алкашкой запрещают, а рожать в 16 разрешают. Вот и все. Не, показывают в определенных передачах, но не в подобных, полагаю. Да блин, ну бывало, когда там прям вау. Я и сам этого стараюсь избегать, потому что я не хочу смотреть на что-то чужое. Сейчас рожать заставляют. Вот и хуй-то, да. Какое-то имя выбрать уже. Только без твоих. Не, если бы у нас была популяризация сигарет, у нас бы их не блюрили как раз. А то, что... Ну, короче, поняли. Да тут, знаете, тут дело не в обнаженке, а в том, что типа, ой, девочки, будьте готовы, вот вам что-нибудь. А давай смотри. Вспомните тоже первый сезон «Беременна в 16». Вообще их вот так показывали. Последние сезоны, вот «Мама в 16». Там прям... Все. На какое имя она откликнется, то и выберем. Ты. Пискнет, улыбнется, засмеется, не знаю. Ну ладно. Каролина. Нет. Эмма. Нет. Мима. Света. Катя. Нифига. Мия. Походу у нас Мия теперь будет. Походу. Мия, голос. Похоже на Мию. Артём. Но она похожа на... В Ютубе есть много обучалок на женских гениталиях. Да, много, очень много. В Ютубе есть просто женщины занимаются йогой голыми, и это пропускается, потому что это обучающий материал. Все. Меня. Ну, очень. На Твиче тоже много кто стримит на хромакее, которые себе на жопу натянули, поэтому... Очень жаль, что это не из компьютерных игр. Но я Мы очень тут рад, не что про это. И мне, и Веронике нравится. Уже вторую ночь я не могу нормально поспать. Я не знала, что с малышкой будет настолько сложно. Я думаю, что ты, наверное, собирай вещи. Рожайте. Поживем пока у мамы. И сколько мы там жить будем? Ну там уже посмотрим. Главное просто поедем, посмотрим, как, что, как она себя вести будет. А где там мама поможет, где папа, как бы. Ну, кстати, что хочу сказать. Девочка очень легко перенесла беременность. Прям вообще изи. Ей как будто вот сам Бог велел. Потому что на некоторых смотришь,
кто-то зубов лишается, кто-то лысеет, там волосы выпадают, кто-то вот так пухнет жестко. Ну вот всякое бывает. Да некоторые даже не выживают. Этой хоть бы хуй. Она что, до этого была, ну, просто вот с таким ебальником вот так выглядела. Что во время беременности, что после, вообще нихуя у нее не изменилось. Даже живот как-то так скрывали, что, ну, вообще не догадаешься. Короче, ну, не угадаешь, как на человека повлияет беременность. Там сестры, а мама хотя бы район получит. Ты чё? Если натянуть хромаке на жопу, то обнаженку видно не будет, тело станет невидимым. Ну да, в том и суть, что девушки стримят в зеленых леггинсах, вот на весь экран у них вот так вот жопа, там еще вот в углу себя чуть-чуть показывают, и на весь экран на жопе стримят какую-нибудь игру или фильм. Вы не видели это? Даже отдельную категорию вроде под это сделали. И потом правилами даже начали запрещать, как-то ограничивать, чтобы так стримили. Потому что, ну, нашли лазейку, как стримить огромную жопу на весь экран. Просто натянуть хромакей, ну и чуть-чуть его сбавить, чтобы было понятно, что это жопа. Лучше будет и погулять есть с кем, там и друзья у меня. Ну ладно тогда. Как же меня это раздражает. Ну сказать, что я злюсь, это ничего не сказать. Я даже представить себе не могла, что дети ночью так часто просыпаются и плачут, и я считаю, что мне нужна все-таки помощь мамы и сестер. А нахуя ты ходила на курсы беременных? Там буквально она, вот как говорила, нас научат рожать, заботиться о ребенке, вот, 5-10, бля, ну спроси у мамы, как это происходит. Она тебе скажет, блядь, ты просыпалась, блядь, каждые 15 минут, ты меня заебала. Ну, что-нибудь такое. Очнулась девочка, реально, блядь. Готов родить ребенка? Велел тащить пеленку, да. Я провела в больнице 3 дня. Мы с дочкой чувствуем себя прекрасно. Только мне хочется выспаться. Наконец-то нас Не показывают обнаженку? Пожалуйста. выписывают домой. Проведены А зачем оно ему так? все необходимые Смак. исследования. Девочка развивается соответственно возрасту. Проведены все профилактические прививки. Ты женат вроде, если не ошибаюсь? Да, женат. Теперь ты 9 лет идешь недавно домой отметили. под наблюдение участкового. Меня на съемку позвали. Мне хочется выспаться. Наконец-то нас выписывают домой. Проведены все необходимые исследования. Девочка развивается соответственно возрасту. Проведены все профилактические прививки. Теперь ты идешь домой под наблюдение участкового педиатра. Удачи вам. Растите здоровыми. Спасибо. Слава, блядь, слава. Выписка проходит очень волнительно, поскольку я не представляла, что столько людей придет туда. Ведь это пришла всего лишь наша половина большой семьи, и я представляю, сколько любви ждет нашу девочку. Она такая маленькая, такая пуся-пусечка. Мия очень похожа на Веронику, потому что я помню, когда мама приехала. Ну вот, что думаешь о том, чтобы завести детей? Я уже 9 лет не завожу детей, и пока что думаю дальше не заводить. Вот. Тебе это зачем? А вы со мной хотите? Или что? Хотите парные роды? Попарились бы со мной в парных родах? С родом с Вероникой, такая же маленькая, и личка такое же кругленькая, такой носик глазонький. Мы держим в руках. Я хочу сосиску сувать. Ой, соску, блядь, сука. Дислексия. Хочу, чтобы он завел детей. Я открыл ротик. Летит самолетик. Можно и сосиску. Ручку и радость у нас до самых ушей, что в семье. Не те смайлики вы используете, когда рот открывают, блядь, вот как надо. Еще прибавился ребеночек, особенно девочка, как я говорил. И мы просто точно. счастливые до 7-го неба. После такой бурной встречи мы отправились домой. Гости с нами уже все не поехали. Мы Нихуя себе дом странный. Справа какие-то деревянные балконы, слева наполовину застекленный.
посередине что это? Что за монолит? Вы просто в квартиру не поместились домой. Что это за дом? С нами уже все не по... Реально, смотри, справа одни балконы, слева другие. Посередине бетонная решетка получается? Ой, точно, подъезд, наверное. Вообще прикол, да? Мы бы просто в квартиру не поместились. Да и дочке нужен сон. Поэтому мы спокойно по-семейному пообедали, и я, наконец, могу... Ладно, пойду спать, 2 ночи уже. Нихуя себе. Давай, спокойной ночи, Цуроги. Приятных снов. отдыхать. Котик черно-белый, желтые глазки. Привет, котик, привет. Три дня. Я схожу с ума от того, что Мия постоянно плачет. У нее колики и часто болит животик. Уже не знаю, как с этим справляться. А укропную водичку ты даешь? Нет. А укропную, а огурцовую, а рассольчика, может быть, девочке дать. А виски вы и наливаете, чтобы она крепко спала? Знаете эту тему, что детям наливают маленько, там, ну, типа стопочку, чтобы уснули? Вот это я вообще, конечно, шалею. Силу земли. Да самогонки сразу бахнут. Да. Заказала в интернете, не знаю, говорят, помогает, может. Сосок вот так спиртом намазать и сунуть сразу. Цыганки, ага. Поможет. Вот тебе Вика советует, говорит, ты опять не слушаешь. Пусть опять начинается. Мне очень обидно. У меня достаточно большой опыт с детьми. Мужской? Ну, у меня, да, у меня мужские все-таки. Сюда. Могла бы просто попросить помочь. Сегодня к нам, наконец, из Казахстана прилетела Алла Геннадьевна, чтобы познакомиться с внучкой. Из Казахстана она все-таки. А вы говорили, блядь, Томск. Мне, конечно, очень жаль, что не получилось приехать на выписку. И как только предоставилась возможность, я приехала. Это просто непередаваемое чувство какого-то восторга. Ну, это такое счастье. Ну и как тебе на родах? Блин, она, кстати, так часто прилетает. Вот. Она тачку подарила, хату подарила, прилетела сначала познакомиться с ней, потом прилетела на день рождения к ней, прилетела на свадьбу, вот после родов прилетела. Ебать, тетя, у вас огромная зарплата в Казахстане, я прям завидую. Я столько из страны не вылетаю, как она прилетает в Россию. Секс-качели и Форт Боярд? Что? Что? Так, сейчас прочь. Бля, формируется программа на 2 декабря. Летим в Казахстан? Ну, было страшно, да, на самом деле. Ну, конечно. Еще и пупок перерезал, все. Ох вот ты. это вот. Пупок перерезал, прикинь? Ничего себе. Супер. прям... Вот это ты запомнишь на всю жизнь. Но... Прям аж мурашки по телу, гордость за тебя. Что? И сосиски. Ам-ам. И каждый, конечно, мужчина согласится на такое. Я, конечно, горжусь. Не, то, что пуповин перерезал мужик. Мужской поступок. Что Артем не оставил Веронику, что... Все-таки, мне кажется, это надо иметь храбрость, чтобы таким вот... Кто там сердечки шлет? Сердечки. Мяу-мяу-мяу-мяу. Взял ответственность на себя. Ну, старается быть отцом хорошим. Очень похоже на меня, да? У нас точно твой. Первое время я не понимал вообще, что происходит, и было страшновато брать дочку на руки. Но я привык, там ношу, сюсюкаюсь ее, она меня даже вот улыбается, там смеется надо мной иногда. Сладкая моя девочка, ягодка. Не позорь меня, дочка, блядь! Хуй ты надо мной смеешь, не позорь! Малинка. Не позорьте меня! Привет, девчонки. Спит, все хорошо? Да. Не капризничала? Ну, пока капризничала. Животик болит у нее, что-то говорю. Вероничке предложила водичку вот укропную подавать. Блядь, что за укропная водичка? Я сейчас загуглю, что за укропная вода? Укроп на... Серьезно, блядь? Помогает справляться с коликами, вздутием живота. Так, блядь, Вероника, ёпта в каку.
Она все время Че не давали, пьем помогала. укропную водичку, я не понимаю. У Иры есть фотка с укропной водичкой. Я хочу укропную водичку теперь. Ой, блядь. Раз. Раз. Во, раз. Я хочу укропную водичку. 3 декабря пьем укропную воду. Нас шлепают братики. Да я по столу въебал, у меня микрофон отключился. Вероника согласилась? Да, согласились, конечно. А нас-то Вероничка не слушала. Сигма. Я уже все согласна. Уже устала. Ну ладно, молодая. Научимся, скажи. Мия всех научит. Я хочу Я укропной водички, так ребят. возмущена, потому что почему Вероника слушает не своих сестер, которые говорят, ну ладно, я, Вика, она как бы на опыте, а тетя Аллу, она, главное, услышала и слышит. Родители много помогают мне с малышкой, но иногда их советы подбешивают. Передать тоже нельзя. Как это нельзя? Ну, ребенок сколько съест, столько и это. Передать нельзя. Как это? Как это? Как это? Сколько залезет, столько и вылезет. Да? Передать нельзя. Как это нельзя передать? Можно. Она Она лишнее не съест. переела один вот Не фонтаном может. срыгнула. Ну, потому Фонтаном. Вверх. что столбиком надо держать, чтобы воздух вышел. Столбиком, блядь, держите. Ребенка держите, чтобы воздух выходил хотя бы, блядь. В одну сторону вливайте, с другой должен воздух выйти. Вы ебанутые, что ли, блядь? Не вилет, получается. Фу, блядь. Бабка меня твоя учит. Больше всего меня беспокоит, что семья приучает ее к рукам. Потом она плачет Вот так в вот кровати. вдавливаете в А мне ребенка, тяжело понимаете? всё время ее носить. До Но последнего. меня как будто не слышат и сюсюкаются с ней. У нас есть фотки, где нас держат столбиком. У вас есть фотки всех случаев жизни. У Иры есть фотка, где она с укропной водой. Есть фотки, где вас... Что значит держать столбиком? Я дико извиняюсь. Держать столбиком. Это как? Вертикально. А топориком? Как топориком держать? Вообще дети должны быть на руках. Она чё тупая, это потребность, как есть срать у них. Что ты опять на руках держишь? Ну она же маленькая. А мне потом тяжело будет. Она вот будет 10-15 килограмм, а я потом как таскать. Ну когда ты еще поддержишь? Я не понял. Типа, почему у тебя ребенок на руках? Потому что она маленькая. Но она потом вырастет, и я не смогу ее... Что, блядь? Сейчас. С ней. Что ты опять на руках держишь? Ну она же маленькая. А мне потом тяжело будет. Она вот будет 10-15 килограмм, а я потом как таскать. Ну выкинь ее нахуй в окно, я не знаю. Столбиком 15 влезет. Ну когда ты еще поддержишь такую маленькую на руках? Когда она спит, нельзя ее держать на руках. А то вырастет, и мне потом нельзя будет ее держать, да? А ты что, Что, блядь, происходит? Я что-то выпал. Я только приехала. Ничего не говоришь. Ну, когда она будет 10, то сама уже будет ходить. Что с ней вообще? Ну, кстати, да. Я помню, я в 1 классе 20-ку весил, кажется. И там ребят тоже типа 20-23. Такое вот было. Хули ты ее держишь? Она же потом вырастет. А что сделают?
Видишь, кряхтит, животик Надоели вы мне болит. уже. Подержу тебя. Нам всем хочется ее потискать. Также хочется и родителям. Вообще, даже когда плачет, ты же первым делом хочешь взять на ручки, успокоить, чтобы не плакала. Но Вероника придумала свою схему воспитания. Я злюсь. Ну вы поняли шутку, да? Оценили? То, что кто-то берет Мию на руки, потому что потом, когда все натискаются, наиграются, мне уже будет тяжело, потому что она будет плакать и ждать, пока ее возьмут на руки. Она боится, что она без рук будет плакать, а не спать. Но без рук у ребенка проблемы будут с башкой, как у детдомовских. Серьезно? Это из-за этого? Я не знал. Да. Да. Ой, я... Это... Ну, у нее вот придирка была, типа, она потом вырастет, и я не смогу ее держать. Но не держи. Самоуспокоение у них начинается. Мы такое видели в сериале «Отчаянные домохозяйки». Там был как раз спор двух женщин о том, как надо воспитывать ребенка. Одна просто наняла подругу посидеть с ребенком. Ну, типа как няня, но не по-дружески, а прям вот за деньги. Вот. И мать говорила, что типа, если ребенок плачет, его надо оставить, чтобы он сам успокоился. Вот. А няня как раз говорила, типа, нет, если он будет плакать, у меня будет разрываться сердце от того, что я сейчас не с ребенком. Поэтому я буду с ним нянчиться, пока он плачет. Вот. И так они, короче, разделились на два фронта, но мне кажется, тут лучше надо, да, книжки по психологии почитать, о детской психологии. Вот, но если ты говоришь, да, что такое действительно есть, то я тебе поверю. Потом, если я захочу детей заводить, я обязательно прочту. Но сейчас я тебе верю. Ну что вы на руках держите? Может, в коляске Хули он... Да положи ты ее на газон, бля, я не знаю. все-таки положим? Я же просила. Вероничка, ну вот я скоро уеду. Мне ж хоть и на ручках поносить. Ну еще успеете. Ребенка нужно до 3 месяцев носить на руках. Это научно доказано. Я мама ее. Я лучше... Мне, вы знаете, что интересно? А вот люди, ну, грубо говоря, 100 лет назад, что с детьми делали? Вот родился у тебя ребенок, ты такой, блядь, ну, полежи. Реально же, ну, делали вот эти вот пеленки, клали туда ребенка. Блядь. Спасибо, ребят, спасибо. Дизастер. Вот дизастер еще только по делу сегодня пишет. А потом дочка одной забеременела от сына второй. Было такое, да? Я пока еще не досмотрел, не спойлери, пожалуйста. Не, действительно, вот, ну... Но вот у тебя родился ребенок. Ты в каком-нибудь Лондоне, где везде чума, такая типа, ну я пошла на завод, там на рыбалку, хуй знает куда. А ты лежи на печи или что, блядь? Ну, коляски, я думаю, там особо не было у них. Ну, были какие-нибудь там велосипеды деревянные, что-то такое. Мне кажется, всегда, да, детей таскали с собой. Вот когда научатся ходить, тогда пускай ходят, да? Это Ира, это не я. Ира такое пишет? Ирочка, привет. Привет, Ира. Мама, Я вообще думал, ты с телефона пишешь. бабушка, которая уже имеет... Да раньше вообще не парились, сдох и сдох. А вообще, наверное, в слинг сували, хз, как это называлось раньше. Ткань. Брали какую-нибудь простыню, вот так хуярили. И все, и туда ребенка. Опыт. Вот я уеду, делать... Попыт? Попыт? Делайте, что хотите. Меня бесит то, что меня никто не слушает, ведь я... Да потому что ты 16-летняя тупая девочка. Вот тебя никто и не слушает. Вокруг тебя, хотел на пальцах показать, 3 рожавших женщины. Одна женщина родила 3, вторая там 2, 3 тоже 2. И все тебе дают дельные советы. Да?
ты такая... Не берите его на ручки, блядь. Не, будь ей там лет 20, 25, у нее, ну, было бы образование, опыт работы, она там книжек почитала, хуй бы с ним. Сейчас какие-нибудь новые методы начитала в интернете, в нейросети прогуглила, что-нибудь такое, да? Она же нихуя ничем не оперирует, она не говорит, типа, я прочитал статью, так нельзя. Нет, она просто такая, типа, а почему вы с ним постоянно на ручке? Я не хочу. Схуя ли ты не хочешь? Я дико извиняюсь. Попыт. Я же ее мама. Вообще всему свое время. Ребенка нужно сейчас Я не носить знаю, на ребят. руках, давать ему ласку, любовь, тепло. Ласку. Боюсь, что Вероника, когда это поймет, уже Мия будет бегать, и ей уже, может быть, такого тепла не нужно будет. Через месяц. Прошло пока еще И она побежала. совсем немного времени. Но мы хорошо справляемся и уже строим планы на будущее. Думаю, что когда я смогу отдать дочку в садик, я вернусь к мечте заниматься маникюром. Когда твоих родителей-то будем съезжать? Прям мечта. 15 килограмм. Убежали 15 килограмм с дома. По сусекам поскребли, скатались в колобка и убежали нахуй. Я думаю, сейчас Мия подрастет, полегче станет, всякие колики пройдут. Ну, а что, нельзя вдвоем жить? Надо же как-то справляться, не думала. Они раздельно живут? Нихуя себе. Ну, это понятно. Но помощь тоже как бы нужна. Тем более, когда она есть, почему не воспользоваться шансом? Когда ее возьмут в садик, там уже может какую-нибудь работу найти. Тем более, я хотела заниматься ногтями. Курсы мне оплатишь. Схожу, отучусь. А с учебой что делать Отучуся. будешь? Ну, учеба это учеба. Мне так нравится, что они постоянно в глаголах ставят ся вот это в конце. Отучуся. Поэтому придется учиться, надо доучиться. После того, как Вероника родила дочку, я получил диплом. Я буду работать по Бля, вот это мужчина! своей профессии, и я теперь готов полностью обеспечивать свою семью. Девчонки, которые оказались в такой же ситуации, как я бы хотела пожелать, чтобы никогда не отступали назад, шли только вперед. Вперед, вперед, вперед! Не отступать назад. Не назад. Назад отступать нельзя. Назад это 15 лет. А дальше, чем назад, это еще 14 лет. Назад нельзя отступать. Только вперед. Только в 17 лет идем вперед. Туда. Сюда. Набрались терпения, ведь Никаких обратных родов. Только вперед роды. Никаких назад. Только в 15 килограмм. Бегом. Только в 15 килограмм. малыш — это такое счастье и чудо, которое вам будет приносить улыбку каждый день. Все, конец. Но хочу сказать, ничего не произошло. Ничего. Никакой ни драки, никакой измены. Я даже выкрутил измену, говорю, о, сейчас к девке клеится будет. Ничего не было, ребят. Мне нравится, как она это сказала. Ура, с таким лицом. У нее вообще вот лицо на интервью вообще убитое. Улыбалась, капец, скукота. Вот то-то раньше выпуски были трэшовые. Сейчас что-то показали, как хорошо живется. Как будто, знаете, даже не берут в кастинг вот эти вот проблемные пары. Как будто берут самых охуительных, типа. Может быть, кстати, ему мать даже ничего не подарила. Они такие, а давай тебе типа мама купила машину. Мы сейчас вот в аренду возьмем. Ты на ней покатаешься, мы отснимем там пару дней. А давай ты типа потом вот врезался и продал ее, потому что ну надо как-то сюжет двигать. А давай вот эта однушка будет, типа тебе мама купила, а на самом деле мы вам ее снимем. Я на все готов выдумать, чтобы вот, мне кажется, режиссеры все приукрашивают, ребят. Вообще все. Лучшие первые выпуски, да. Будем еще смотреть другие выпуски. Да, весело посмотрели. Мы пойдем спать, настраиваться. Спокойной ночи, ребятки. Спасибо, что пришли. Спасибочки вам большое, ребятушки. Спасибо за донатик. 125 рублей. Спасибо. Отображайтесь. Я вот теперь вас вижу. Вижу вас. Спасибочки. Хороших снов, братики сладкие. Вы же донатили, да?
А это у меня сломалось. Это не вы донатили. Кайла донатила, а оно не отображается почему-то. Но если вы собираетесь еще смотреть сейчас... Да я думаю... Я вот думал... вот какой-то вот. Вы мне тогда посоветовали посмотреть. 4 года назад выходил. Но я, если честно, я запарился. Мы 3,5 часа стримим. Я весь пропотел дома, пиздец, как жарко. Я думаю, что я больше не вывезу. Я реально, я весь взмок, ребят. Хорош. Да, ФСО. ФСО. Буквы надо местами поменять. Мне кажется, сегодня все. Сегодня отдыхать уже. Да, ребятки, давайте на сегодня заканчивать. Тут ничего не крутим тогда сегодня. Сегодня идем спадки. Вам желаю приятного завершения пятницы. Завтра будет замечательная суббота. Вроде как обещают потепление. Давайте куда-нибудь прогуляемся, куда-нибудь съездим. Спасибо за стрим. Вам спасибо большое, ребят. Спасибо вам за активность в чате. Спасибо, что были со мной. Я не знаю, если вам зайдет такое, будем иногда смотреть что-нибудь подобное. Потому что, мне кажется, вот я час как-то растянул на 3,5. Я вот не знаю, может это перебор какой-то лютый. Ой, спасибо за смайлики, ребят. Спасибочки большое. Вот, стримчик тогда заканчиваю. Вот. Всех люблю, всех целую, обнимаю. Ребят, главное, не болейте и не зависайте. Все. Пока. Все, всех чмокнул перед сном. Пока.